важных таких правил безопасности, ничего не брать, не пить и не есть у местных. Вот, чтобы они вам не давали, ничего у них кушать нельзя. Почему есть нельзя у местных? Они могут, существует риск того, что вы можете быть отравлены. Да, сейчас я с другими волонтерами повезу обогреватели в разрушенный войной Мариуполь. А там меня почему-то могут отравить местные жители. Как мы вообще дошли до этого момента? В 2 словах не расскажешь. Прямо напротив, действительно. Трудное это дело. Оправдывать войну. Как бы это нам объяснить народу, почему русские солдаты должны наступать на Киев, Харьков, Херсон, Запорожье? Вот уже и войска к границе стянуты, планы подготовлены, с Белоруссией согласовали, что наши войска там останутся после учений. Но вот беда, не хватает повода для вторжения. Как сказали бы древние римляне, казус белли. И тут невероятная удача. ВСУ решили сами первыми нанести удар по России. 2 украинских БМП, пройдя через линию соприкосновения в Луганской Народной Республике, форсировали реку Деркул, которая разделяет РФ и Украину, и направились прямиком в сторону Ростова. Видимо, планировался не меньше как захват города силами 2 БМП. Группу диверсантов ликвидировали в Ростовской области, и, как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, уничтожено 5 украинских военнослужащих. Сообщается, что ЧП произошло сегодня примерно в 6 часов утра вблизи станицы Митякинской Тарасовского района. Бойцы ВСУ пытались пересечь государственную границу России, но нарвались на пограничный наряд. Пограничники ФСБ попытались задержать нарушителей и запросили помощь у Южного военного округа. Со стороны Украины для эвакуации диверсионной группы на территорию России вышли 2 БМП с символикой ВСУ. В результате столкновений группа противника была уничтожена. С российской стороны потерь нет. К счастью, катастрофу предотвратили наши доблестные военные, которые уничтожили врага на подступах к станице Митякинской. Вся группа была уничтожена, а это целых 5 бойцов украинской армии. Видимо, прямо перед приездом журналистов, чтобы не шокировать общественность, тела вынули прямо из горящей БМП и со всеми воинскими почестями захоронили. А место захоронения засекретили. Короче, нельзя вам тела видеть. Да так все быстро организовали, что даже огонь потухнуть не успел, а журналисты успели на него посмотреть. Впрочем, одной БМП дело не ограничилось. ВСУ вероломно обстреляли какой-то сарай на границе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области. Напомню, сегодня утром снаряд неустановленного образца попал в одну из построек пограничного пункта на территории Ростовской области. По данным спецслужб, здание расположено в 150 метрах от российско-украинской границы. Объект полностью разрушен, пострадавших нет. Правда, 8 лет назад, когда на территории Украины была обнаружена целая группа солдат ВСРФ на технике, украинцы решили не прятать трупы, не показывать в СМИ горящие БМП, а просто взяли русских солдат в плен. Реакция российской власти была проста. Они заблудились просто. Вот только беда. О том, что мы готовим какое-то вторжение, рассказывает иностранная пресса. И даже называют разные даты этого самого вторжения. Врут, конечно же. Спекуляции по поводу того, что вот российско-белорусские учения затеяны, чтобы напасть с севера на Украину, захватить Киев. Там же все эти сценарии совершенно параноидальные. Настоящий информационный терроризм. Это абсолютно такая настоящая дезинформационная кампания. Немного задержалась, просто перепроверяла, вторгаемся, не вторгаемся, не вторгаемся. Тезис о планах Российской Федерации о вторжении на Украину рожден в стенах Госдепа и уже напоминает пропаганду войны. Но вы понимаете, что это абсолютная утка, что это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Это фейк. Я не обращал просто на это внимания. Вбросов очень много. Постоянно реагировать на них это себе дороже. Вторжения не будет. Мир всем. Непонятливый, в общем, у вас журналист такой. Слава богу, дезинформацию удалось победить. Лживые западные СМИ были выведены на чистую воду. Действительно, кто вообще в здравом уме мог поверить, что Россия нападет на Украину? Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю.
Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Введение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 353. Итак, повод есть. Весь мир ничего не подозревает. Мы же сами сообщили, что вторгаться не будем. Теперь время подумать о законном оформлении грядущего вторжения. 22 февраля Совет Федерации постановляет дать согласие президенту России на использование вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Что это за принципы такие? Первый – принцип неприменения силы и угрозы силой. Страшно. Второй – принцип разрешения международных споров мирными средствами. Третий – принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств. Сразу все захваченные украинские регионы во вторник приняли решение провести так называемые референдумы и войти в состав России. Речь идет о Донбассе, Херсонской области и части Запорожской. Во всех случаях некие общественные движения пришли к оккупационным властям и попросили о голосовании. Те согласились. Четвертый – принцип нерушимости государственных границ. Пятый – принцип территориальной целостности государств. Да, как-то так вышло, что если применять ВС РФ на основе этих принципов, то никакого вторжения не получится. Так подумали и сенаторы, принявшие это решение. И сегодняшнее решение, которое нам предстоит принять, равно как и вчерашнее решение президента о признании двух республик, это и есть главный фактор деэскалации напряженности в регионе. Это и есть защита людей от полномасштабной войны, которой не будет, во всяком случае, до тех пор, пока это зависит от России. Дать людям единственно верный шанс на их безопасность, надежду на будущее и уверенность в завтрашнем дне. Создают правовую основу для пребывания на указанных территориях российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе. И совершенно точно это решение преследует только одну цель – не допустить той самой крупномасштабной войны, о которой, очевидно, мечтали бы и в Киеве, и за пределами нынешней Украины, преследуя только одну цель – создать для Российской Федерации, подчеркну, именно для нашей стороны, дополнительные проблемы международного характера, в очередной раз попытаться выставить Россию в качестве страны-агрессора, в качестве страны, представляющей угрозу чуть ли не всему человечеству. Хотят ли русские войны? Мы, конечно же, не хотим войны. Мы народ, который испытал на себе все тяготы войны не один раз. И, наверное, народ, который больше, чем кто бы то ни было еще на земном шаре, ценит мир. Далеко не всегда применение вооруженных сил за пределами Российской Федерации является силовой операцией. Очень часто их применение как раз и приносит мир. И мы тоже рассчитываем на это. Часто использование вооруженных сил приводит к стабильному миру, к защите людей, которые проживают на этой территории, и не имеет целью применения вооруженных сил. Принятие сегодня решения Совета Федерации о согласии на использование вооруженных сил направлено на установление мира на Донбассе. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России
и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Вот так вот началась война, в которой каким-то образом был разрушен Мариуполь. И теперь я в составе группы волонтеров туда еду. Простояв несколько часов на российско-российской границе, мы смогли въехать в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику. С этого момента стало понятно, что мы находимся на территории, охваченной спецоперацией по установлению мира. Мины, обилие военной техники и всеобщие, всеохватывающие разрушения. Чем ближе к Мариуполю, тем больше их было. Наша волонтерская миссия разместилась в спорткомплексе Ильичевец. Да, в честь того самого Владимира Ильича Ленина. Кое-кто из волонтеров остался ночевать здесь. Меня же, с большей частью других волонтеров, повезли в квартиру какой-то местной бабушки, согласившейся нас приютить. Она и стала моим первым знакомым мариупольцем. У меня мой дом в том году занял первое место по городу, лучший двор. И мне дали премию 15 тысяч, и мы с Ирой сели, розы колерованные заказали, там такие всякие эти кустарники красивые, все, проплатили за это, и все. Это гривен, да, 15 тысяч? Да, да, 15 тысяч гривен. Сколько осталось людей вообще? У вас в подъезде сейчас сколько осталось людей? Вот вы, Наталья? Я, Ира, Сережа и Саша. 4 квартиры. Да. Это насколько, а сколько было до этого квартир? 60 квартир. 4 человека только осталось из 60. 4 квартиры только остались. Да, бабушке и ее подъезду еще повезло. Но с самого начала я почуял в бабушке что-то неладное. Она была очень пророссийской, да, но вот к ДНР почему-то относилась не очень хорошо. 2 магазина более-менее уже работают. Тут торгует такая торговля, и так, с 6 утра до 6 утра. Водка, пиво, сигареты. Ну, естественно, это... Ага, прошли ДНРовцы, карман набили денежки и пошли. Это что такое? У них так же было. Это что такое? Я подхожу, говорю, что вы творите? Почему вы разрешаете это? 6 утра он уже пьяный. Он с вечера не просох. Было про это даже, я помню. Как так можно? Про что? Про вот эту алкашню, что они тут нажирались. Даже в новостях показывали по первому. ДНРовцы? Да. Очень много. Если я же говорю ДНРовцы, как вот получается, что это делается назло для того, чтобы настроить людей против системы, которая придет. Она еще не пришла. Российская система не пришла. Но ДНР делает все для того, чтобы ее просто опоганить. Я боюсь, что она и не придет. Вот, по примеру, ну вот ДНР это результат вот русской системы. А ДНРовцы, если нас присобачили к ДНР до 2026 года, мы будем входить в состав. Хотя этого не должно быть. Голосовали, не было в бюллетене, что Мариуполь присоединят к ДНРу. Даже тут обман был, Наташ. А вы в мае 14-го голосовали на референдуме? Нет? В каком референдуме? В Мариуполе был же референдум. В Мариуполе был референдум. Был. Был один вопрос всего лишь. Поддерживаете ли вы акцию? Войти в состав России. А теперь нам говорят, что мы подчиняемся законам и решениям Сейчас ДНР. референдум был. И все. В 14-м не было референдума в Мариуполе.
В 2014 был референдум здесь? Нет, в Мариуполе не было. Не было, ты чё? Мариуполь был референдум у нас 2 месяца назад. В Мариуполе 11 мая 2014 года был референдум. Открылось Был 4... референдум ДНР и ЛНР. Мариуполь не референдума входил не туда. было. Ну, Я не буду спорить с вами, но... Все, не хорошо. было, не было. Через то сейчас ДНР кричит, вы нас не поддержали в 2014 году. Мы 8 лет страдали, страдайте теперь и вы. У нас знаете, сколько погибло мирного населения? Кто-нибудь слышал цифру? В Мариуполе погибшего мирного населения. Официально 73 тысячи человек. А неофициально 130 тысяч. Это при Мариуполе 650 тысяч. Это считайте, 1/3 часть людей погибла. Тот самый референдум, которого не было, прошел в значительной части Донецкой области 11 мая 2014 года. Это был разгар политического кризиса на юго-востоке Украины. Пизда, блядь. Референ. Рен забыл. Кризис брал свои истоки еще в 2013 году. Тогда действующим президентом был Виктор Федорович Янукович. Он твердо вел свою страну в Евросоюз и наиболее близко подобрался к евроинтеграции осенью того года. В то же время Россия, имевшая свои планы на украинский рынок, угрожала Януковичу санкциями и поддерживала заведомо завышенные цены на газ. Украине приходилось покупать российский газ у европейских стран. Сегодня, это знаменательно, Украина венгерскую границу пересекла первая молекула, в шутку, конечно, венгерского газа по реверсной системе поставок газа на Украину. Янукович хотел сотрудничать и с Европейским Союзом, и с Союзом таможенным, но Россия заставляла выбирать. Все разговоры о возможности быть и тут, и там – полное лукавство. Это желание, извините, просто запудрить мозги собственному народу, что мы как бы немножко и там, немножко и здесь, и отовсюду получим свои дивиденды. Так не бывает. Если выбор сделан, а выбор нашими партнерами, похоже, сделан, уже и правительство приняло соответствующее решение, мы желаем нашим украинским друзьям максимально тесной интеграции с Евросоюзом. Пусть они зарабатывают деньги для своего национального бюджета от этого участия. Мы сомневаемся в том, что это принесет большие дивиденды. Но если они сделали такой выбор, это их решение. Пусть их поступки оценивает народ Украины. С другой стороны, Янукович знал, что большая часть его сограждан хочет в Евросоюз и уже соблазнилась европейской мечтой. На этот фактор давит и Евросоюз, угрожая поддержать протесты. В конце концов, после долгих колебаний, Янукович поддается на давление России и приостанавливает процесс подписания соглашения о евроинтеграции. Я 3,5 года один в очень неравных условиях с очень сильной Россией. Мы 1 на 1. В Киеве начались протесты сторонников европейской интеграции. Протест был мирным и беспартийным и постепенно шел на спад. Но 30 ноября, примерно в 4 часа утра, на Майдан, для охраны которого раньше хватало нескольких сотрудников патрульно-постовой службы, пришел Беркут. Беркут жестоко разогнал протестующих, избил десятки человек. Это насилие было настолько неоправданным, что даже президент страны Виктор Янукович осудил разгон, но было уже поздно. В Украине у Януковича не было режима личной диктатуры. Почти половина Верховной Рады состояла из оппозиции. Часть украинских телеканалов принадлежала олигархам, а они иногда поддерживали оппозицию. Многие органы местной власти в различных областях поддержали протестующих. В стране начались масштабные акции протеста, сопровождавшиеся массовым применением насилия с обеих сторон.
Лидеры оппозиции пытались предотвратить акты насилия со стороны радикалов Майдана, но безуспешно. Новообразованный правый сектор и другие радикалы попросту не подчинялись парламентской оппозиции. И с одинаковым рвением они били как сотрудников милиции, так и лидеров Майдана. А ну остановись! Против кого ты воюешь? Против автобуса? В итоге протест, который начинался так, кончился вот так. Янукович несколько раз попытается разогнать Майдан. Ну, Майдан где-то на 40% зачистили. Но в конечном итоге победят протестующие. Янукович будет вынужден подписать с оппозицией мирное соглашение, но на следующий день он покинет Киев и фактически откажется его выполнять. В то же время протестующие захватят правительственный квартал. Часть депутатов из партии Януковича переходит на сторону Майдана. Верховная Рада отстраняет его от полномочий, нарушая многие формальные процедуры. Сам Янукович сбежал из страны. В Украине произошел государственный переворот. Значительная часть жителей Юго-Востока Украины не поддержала протестов, но подавляющее большинство граждан там выступало за продолжение существования в рамках единой Украины. Выражение мнения народа, но все должно быть законно. В принципе, в России никто не собирается присоединяться к России, то есть мы должны сами у себя порядок наводить. Даже крымские парламентарии изначально выступили за единую и неделимую Украину. В Крым входят вооруженные силы Российской Федерации. Они блокируют украинские военные части и захватывают административные здания. Я местный. А из какого места? Местный севастопольский. А с какой улицы хотя бы? Здесь рядом, неважно. Вы меня провоцируете? Крымские парламентарии объявляют о проведении референдума. Изначально ставился вопрос об усовершенствовании статуса и полномочий региона в составе Украины. Дату назначили на день президентских выборов в стране, 25 мая 2014 года. Мы, парламентарии Крыма, должны услышать голос крымчан. Мы сегодня за единство автономии в составе Украины. Мы сегодня за то, чтобы в Крыму был мир, чтобы никто не мог вести свои войска. У нас нет сегодня никаких сепаратистских лозунгов, я вас прошу. И вопросов отделения на сессии рассматриваться никаких не планировалось, коллеги. Все, то есть даже не нагнетайте обстановку. Надо нас охранять, ничего, так сказать, не будет. Центральным властям Киева в очередной раз обращаюсь. Я каждый день им даю клятву в том, что Крым не собирается отсоединяться в Украине. И чем я больше это делаю, тем больше вопросов они мне задают. У нас автономия с широким статусом. Но спустя неделю крымские парламентарии переносят дату референдума. Теперь планируется, что он пройдет в марте, а вопросы будут звучать так. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины? Крым являлся единственной областью Украины, где преобладало русское население. В итоге все прошло практически бескровно и цивильно. Заметный отпор России оказала только местная крымско-татарская община.
но их усилий оказалось недостаточно. Впрочем, большая часть граждан просто аморфно наблюдала за событиями и была готова принять любой исход. Я вас процитирую. «Донбасс по активности намного превзошел Крым, включая, может, даже Севастополь. Я был и там, и прекрасно знаю, как происходила самоорганизация русских в Крыму. Значительной части населения было глубоко плевать на то, чья будет власть, российская или украинская. Спрашивается, а зачем тогда россияне туда пошли?» Спрашивается, как правильно расставить акцент. Большинству населения, как мы отлично с вами знаем, глубоко наплевать всегда на то, какая у них власть, главное, чтобы она их не трогала. Потому что мы Украина. И чтобы не случилось, пока мы относимся к Украине, флаг должен висеть украинский. Наше государство Украина, живем на Украине. Люди здесь живут как россияне, как украинцы, так и другие национальности. Поэтому какой флаг будет висеть, я считаю, большой роли не играет. Главное, чтобы между людьми был мир, спокойствие, доброжелание. Не надо накалять обстановку, она и так накалена. Без войны, чтобы это все было. Не хотим мы своих детей, внуков и знакомых терять. Зачем мы живем в Украине? Да. Зачем нам российский флаг? Пока это не нужно. Покой. По результатам референдума большинство крымчан высказалось за присоединение к России. И вскоре после этого он стал частью Российской Федерации. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Местные украинские военные, по большей части этнические русские, или покинули полуостров без боя, или перешли на сторону России. Бывшие сослуживцы оказались на грани войны друг с другом. Да, ну а если будет война между Россией и Украиной, такое может случиться, что вы даже против собственных... Вот это мы больше всего боимся, кстати. Да, мы будем надеяться на то, что не будет никакой войны. Потому что как мы? Мы все славяне, все братья. Да, я видел твоих братьев вчера утром. Я все равно. Но если честно, да, если честно, все братья находятся здесь, вот. Как бы это там уже не братья, они были братьями. Товарищ майор, вы же этнически русский? Ну, практически да. Крови есть. А как вот оно так стоять? Нет, для нас нет роли, потому что враг, он не имеет национальности для нас, он есть враг. Мы же, когда видим, допустим, убийцу грабителя, мы же не говорим, не делим его на национальность. Ты русский, значит, я тебя прощу. Нет. Ты завоеватель, пожалуйста, мы тоже будем отражать атаку. Для нас не играет роли, кто он. Это наша страна, мы за нее будем бороться. Еще одним центром сепаратизма стал Донбасс. Две области, Донецкая и Луганская, имели значительное количество русского населения. Сепаратизм там был как минимум с начала 90-х годов, когда был организован Интернациональный фронт Донбасса, призывавший отделиться от Украины в том случае, если она отделится от Советского Союза. Но в 91 году большинство местного населения на референдуме поддержало независимость Украины от Советского Союза. За это проголосовало более 83% жителей Донецкой и Луганской области. А сепаратизм долгое время оставался уделом маргиналов и не находил серьезной поддержки среди местного населения. Второй всплеск донбасского сепаратизма случился в 1994 году. За 3 года тяжелых рыночных реформ народ стремительно обнищал. Многие тогда считали, что дело в том, что Донбасс кормит остальную Украину, а сам остается голодным. Был проведен еще один референдум, на этот раз о федерализации Украины и статусе русского языка. Большинство жителей Донбасса поддержало данные требования, но новая украинская власть признала референдумы незаконными, пошла на некоторые уступки и смогла этим урегулировать ситуацию. В 2004 году в Украине случилась оранжевая революция. На президентских выборах побеждает Виктор Янукович, но его обвиняют в массовых фальсификациях. К тому же многие считали его ставленником Кремля. Под давлением уличных протестов в стране принимается решение о проведении еще одного тура президентских выборов. Янукович выборы проигрывает. Для Кремля эти события стали серьезным ударом. Украина начала дрейфовать в сторону Европы.
С этого момента, опираясь на партию регионов, на Донбассе Россия создает сепаратистские организации, которые к 2013 году все еще не обладали симпатиями большинства жителей региона, но уже имели перспективы для развития. После победы Евромайдана на Донбассе начались протесты. Принимаются попытки примирить стороны, но безуспешно. Сегодня Львов заговорил по-русски. Местная молодежь в соцсетях обратилась к гражданам с просьбой общаться на русском языке на улицах, на работе, с друзьями. Здравствуйте. Как вам кофеечку попить? С удовольствием. Присаживайтесь, пожалуйста. Идея сделать Львов на один день русскоязычным принадлежит местному журналисту Владимиру Беглову. Говорит, что когда Верховная Рада отменила языковой закон, понял, во время исторических изменений в стране нарушать языковой вопрос не вовремя. На самом деле очень много позитивных отзывов. Мы получаем очень много благодарственных писем с востока и с юга страны. Горожане говорят, для Львова имидж города-врага для всего российского создавали намеренно и помогали этому маргинальные группы, которые проводили антироссийские акции. Местный бизнес, который ориентируется на туризм, не один год ломает этот стереотип. Если есть такое предложение, от которого по большому счету никто не пострадает в нашей стране, я готов побалакати у своей родині на українській нарідній мові. Сегодня вы с нами, в нашем университете в Донецке. Развейте, пожалуйста, миф про то, что Западная Украина – это враг. Мы разные, но мы вместе. Если вы чувствуете, у вас есть этот камень в душе, я вот вам предлагаю, поедьте во Львов. Поедьте во Львов, возьмите друзей отсюда, поедьте погуляйте по улицам. Местные активисты антимайдана, которые ранее выступали примерно так... Короче, имейте терпение, люди, и все будет у вас нормально. Янукович за Европу. Подождите чуть-чуть, он подпишет. Я с города Мариуполя приехал сюда на выступление и поддержку к Виктору Януковичу. С какой целью? Чтоб народ жил, как жил раньше, жил хорошо и вступил в Евросоюз наконец-то. Внезапно изменили свою позицию и стали выступать так. Делайте референдум, и тогда вы сохраните целостность Украины. Чтобы каждая область имела не только экономическую, но и политическое право выбирать. Идете вы в Евросоюз, собирайте свои чемоданы, собирайте свою Западную Украину и идите туда, в Евросоюз. Мы не хотим туда идти. Пусть это нас слышат. И если они думают, что мы пойдем как стадо баранов у них на поводу, глубоко ошибаются. Но даже теперь за отделение от Украины не выступало большинство граждан этих областей. В марте на одном из митингов выступает человек, который назовет себя командиром ополчения Донбасса. Это был Павел Губарев. Теперь что нам нужно сделать сейчас? Это очень важно. Сейчас мы здесь, на площади, должны своим волеизъявлением выбрать губернатора Донеччины. Я сейчас прошу вас поддержать Губарева и назначить его губернатором. Обязать всю остальную власть силовых ведомств, милиции, прокуратуры, армейских частей СБУ присягнуть на верность новой народной власти и выполнять распоряжения и постановления новой власти до оглашения результатов свободных, честных выборов. Вот и все. Так Павел Губарев стал народным губернатором. Толпа прокричала его имя на площади, и этого оказалось достаточно. Местные депутаты, выбранные не на митинге, а на конкурентных выборах по всем демократическим процедурам, были не в восторге от предложений Губарева. Еще до своего выступления на митинге он под угрозой применения силы попытался заставить этих депутатов признать свою власть и легитимность.
случае невыполнения наших требований Народное ополчение Донбасса признает нелегитимным Донецкий городской совет и всех его депутатов и готов принять адекватные меры с целью делегитимизации городского совета, а также каждого депутата по отдельности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Командир Народного ополчения Донбасса Павел Губарев. Кто не спрятался, я не виноват. Но те почему-то отказались. Вот и пришлось народному депутату Павлу Губареву пойти избираться на митинге. Ну а спустя 2 дня Губарев возвращается к депутатам, а для убедительности прихватывает с собой протестующих. Для тех депутатов, которые напишут заявление о том, что они отказываются от депутатских полномочий добровольно, мы гарантируем им безопасный выход из здания и право покинуть нашу территорию. Вот так вот. Чистая демократия. Пожалуйста, добровольно сложите с себя полномочия, иначе мы вас живыми не выпустим. Через несколько дней милиция отбила у протестующих здание областной администрации. Кто такой Павел Губарев, мы еще узнаем поподробней. Но в марте 2014 года ему недолго предстояло быть народным губернатором. СБУ все-таки задержала командира так называемого Народного ополчения Донецка Павла Губарева. В этот момент он находился в своей донецкой квартире. Видео задержания обнародовали журналисты телеканала Live News, которые стали свидетелями того, как сепаратиста Губарева под руки выводят бойцы спецподразделения «Альфа». Губарева задержали по постановлению суда. В области начинается противостояние людей проукраинских и пророссийских взглядов. В Донецке проходят многотысячные акции в поддержку Единой Украины с одной стороны и в поддержку референдума и Павла Губарева с другой стороны. Зачем снимать украинский? Рядом российский. Рядом российский флаг не снимай! Да не надо, что вы делаете, не деритесь, ну что? Как не деритесь? С кем драться? Мы все свои здесь. Милиция пыталась контролировать ситуацию, но кровавые инциденты все равно происходили. Так, 13 марта прошел очередной митинг за Единую Украину. После того, как основная часть протестующих разошлась, на проукраинских активистов напали более многочисленные активисты пророссийские. Кто-то крикнул: «Давайте садитесь в автобусы, нас вывезут». И вот этот автобус, в котором мы находились, стали забрасывать камнями, кирпичами, разбили окна, стали забрасывать петардами, поливать его газом. И просто люди оказались в ловушке. Bravo aqui do lado. E ali dentro. Когда ребята уже вылезли из автобусов, завязалась драка, во время которой Дмитрий уже упал на асфальт. И у него уже было ножевое ранение. Есть запись, и запись, кусочек есть записи, откуда это вырвано из контекста. Но то, что этот человек отходит от Дмитрия Чернявского и прячет нож в рукаве, это четко видно. Первая смерть на Донбассе. В результате столкновений был убит 22-летний Дмитрий Чернявский. Посмертно парень получил звание Героя Украины и войдет в Небесную сотню. 36 человек были травмированы. По неофициальным данным, количество пострадавших больше полусотни. Посыте на него! Посыте! Да не
Пасы на него, блядь! Забирайте его! Вставай, вставай, малыш, вставай! Тихо, у него сотрясение мозга нет. Последний проукраинский митинг прошел в конце апреля. Мы стоим здесь за единую и неделимую Украину, за нашу родину, которую мы предавать не собираемся. Сторонники Донецкой Народной Республики были к нему готовы. Дончанам нужно организоваться большим количеством человек, приходить с экипировкой и хирургическими инструментами для лечения украинства. Запись из сообщества «Донецкая республика». Когда все собрались, колонна с украинскими флагами начала движение по задуманному маршруту. Впереди шли парни в масках. Это охрана митинга, которая прикрывала остальных участников. Сзади колонну охранял кордон милиции. Почти сразу после начала движения колонны появились пророссийские активисты и в считанные секунды прорвали милицейское оцепление. Пророссийские активисты догнали участников патриотического марша и начали бросать в них камни и взрыв-пакеты. Люди стали разбегаться, чтобы спрятаться во дворах, но и там их догоняли и избивали. Нас убили представители русского фронта. Ну, это говорят сепаратисты. Но я считаю, это пьяницы, алкоголики, которых нанимают для тех, чтобы убить нормальных людей. Но проукраинские граждане никуда не делись. И то тут, то там возникали все эти 8 лет. Владимир Владимирович, я русскоязычный коренной житель Донецка. Я не нуждаюсь ни в какой защите от бандеровцев, которых я здесь никогда не видел. Единственная защита, в которой нуждаюсь я прошу вас оградить меня от своих обезумевших фанатиков и от ваших провокаторов. Мы, украинцы, сами готовы справиться с ситуацией в Украине. Не надо вмешиваться. Я за Украину. Ну а мы за Россию. А я из Тульской области, и за Украину. А нам наплевать на тебя. А мне на вас. Паскуда! Что президент, его фамилия Порошенко, выполнял свои прямые обязанности. Он гарант нашей Конституции, основной закон. Правильно? Правильно. Статьи Конституции, они имеют прямое действие. Есть статья 17, пункт 1. Защищать целостность и суверенитет любым доступным методом. Это первое. И предпоследняя статья. На территории Украины запрещены незаконные воинские формирования. Что такое ДНР, ЛНР? Это незаконные воинские формирования. И хотя все эти 8 лет такие граждане были склонны скорее уезжать из Донецка, когда я приехал в город, я без труда нашел этих неправильных дончан. Правда, теперь им приходилось скрывать свои лица от камеры. Ну, вообще, у меня родители проукраинских взглядов были, ну и сейчас, собственно, являются. И поэтому я это ощущал, ну, как незаконные протесты, можно скажем так. Но я не чувствовал, ну, казалось тогда, да и всем, в принципе, казалось так, что это кончится, ну, через пару месяцев буквально. Буквально политический кризис минимальный. Но в итоге вот не кончилось. Ощущения были такие... Смотри, тогда очень многих, вообще как это все начиналось, очень многим внушали разные, так сказать, тезисы. То есть кто-то там хотел отделения Донбасса за счет того, что по тезисам, то, что мы Украину кормим. Кто-то хотел то, что там бандеровцы едут всех резать. Кто-то еще и прочее, и прочее. И вот так вот очень многих людей промыли, ну, можно так сказать.
Ну, в общем, они в это поверили, а я, собственно говоря, благодаря родителям, ну, соответственно, в это не верил. И вот ощущалось, что как-то, не знаю, кинутый, непонимаемый, можно так сказать. Вот были митинги за Единую Украину, вы не ходили, родители не ходили? Нет. Просто сидели дома? Ну, у меня просто мать тогда работала, ну, без отца вообще раз, бабушка, дедушка, ну, им не до митингов было. Вот, а мать работала тоже не до митингов. Вот так у тебя вся семья, она, получается, проукраинская? Смотри, мать какое-то время была такая про-ДНРовская, не про-российская вот именно, а про-ДНРовская. Вот есть была у нас такая прослойка людей. Но потом, наблюдая за всем этим, уже поменяла мнение, потому что поняла, что это не то, чего она хотела. Ну, а бабушка, дедушка изначально были проукраинские. Я хочу, чтобы незаконные формирования по международным договорам отсюда вышли, да, и все. И чтобы вернулась сюда нормальная законность. Просто, чтобы тут был закон, потому что тут с законом как бы не все гладко, скажем так, да. То есть ты под незаконным, ты народную милицию ДНР имеешь в виду? Я говорю про ДНР, ЛНР, чтобы тут не существовало, чтобы тут были проукраинские власти, конечно же, да. То есть ты, условно, тебя можно назвать проукраинским? То есть ну да. Неправильный дончанин? Да, я бы так не сказал. Я бы, наоборот, так сказал, что я считаю... Да, потому что я считаю себя правильным, потому что все решения, которые тут основываются правильными, в кавычках, дончанами, скажем так, они основываются на лжи. И если ты занимаешь позицию ДНР, ЛНР, и решения, которые принимает Владимир Путин, да, которые, ну, грубо говоря, ДНР, наверное, изначально сателлит, да, короче, было, Путина, то оно основывается на лжи и на жертвах огромных. Если бы этого всего не было, Донецк и Луганск жил бы всегда хорошо, поэтому я считаю себя, наоборот, правильным. Насколько много людей остались в Донецке, которые мыслят так же, как ты? Ну, вот схожим образом, условно, проукраински. Я бы сказал, тяжело подсчитывать. Именно из моих людей я бы сказал, что из моих знакомых, скажем так, больше 50 на 50, короче. Я не знаю даже, как сказать. Есть ряд проукраинских, есть ряд, которые, да, за Россию. Ну, наверное, так. Я даже не могу подсчитать, но, скорее всего, 50 на 50 примерно. Этот гражданский конфликт, он все еще никуда не ушел? А конфликта никакого нету. Мы общаемся. Я общался с людьми, сейчас я с некоторыми разорвал отношения, потому что там прям сильные проблемы с агрессией уже стали. Меня даже уже угрожали убить, скажем так, и вывести, и, короче, и так далее. Да, с некоторыми я перестал общаться после 24-го. А до 24-го мы все общались, спорили, там, и как бы конфликта не было, просто была дискуссия, кто прав, кто не прав, скажем так. А на данный момент он не то чтобы остался, он начал сильно, наоборот, вспыхивать, ну, именно в моих кругах общениях. А раньше вот прям не было конфликта, просто дискуссия. Ясно дело, что какие-то, если были ярые проукраинские люди, тут ходили слухи, что там забирают на подвалы, да. Самых жестких слухов то, что там находили какую-то голову, да, там в Кальмиусе. Но лично я никогда с какими-то проблемами не сталкивался, скажем так. Подробности. Моя семья меня полностью поддерживает. Правда? Семья понимает и поддерживает? Да, ну кроме бабушки, она у меня смотрит 60 минут, но она считает так, она говорит, мы здесь все Украина, она говорит, ну я люблю Путина. Вот, это ее именно позиция. Я говорю, хорошо, люби Путина. Я говорю, а Донецк? Она говорит, Донецк украинский, но Путина я все равно люблю. Я говорю, ну это твоя позиция, ну почему я должна с ней спорить из-за этого? Среди знакомых много людей проукраинских взглядов? У меня все знакомые проукраинских взглядов. Вот здесь вот в Донецке? В Донецке, да, в Донецке, в Макеевке. То есть таких людей много, и они... Да, и они просто это, ну, скрывают, молчат. Почему их не видно? А ты спроси в них, почему их не видно. Они боятся? Ну, слушай, а ты из России, да? Ты можешь сейчас спокойно вот выйти к Кремлю и сказать, я против войны? Можешь спокойно выйти к Кремлю и сказать, да, вот именно тот момент. А последствия действительно были. Подозрительных ловите, бейте. Ловите их и бейте, убивайте. Бейте их, давить надо, душить этих фашистов. И пускай эти Ляшко там, блин, знают, что подохнут они все, блин, твари. Суд времени на война.
Да я русский, что вы? Фашисты недобитые! Эта видеозапись была обнаружена в ходе поисков депутата Горловского городского совета от партии «Батькивщина» Владимира Рыбака, который, как выяснилось позже, был убит. На кадрах словесная перепалка и стычки между ним и сторонниками Донецкой республики возле здания Горсовета. Туда депутат направлялся 17 апреля после активного участия в митинге «За единую Украину». Около 6 часов вечера депутата похитили на проспекте Победы в Горловке. 4 мужчин в камуфляжной форме и масках на лицах силой посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Слава, алло. Да. Слушай, ты, пожалуйста, реши вопрос с Жмуром, чтобы его сегодня, чтобы его побыстрее от нас уволокли. Что он тут лежит, воняет? Он сейчас... Группам? Да, я сейчас заканчиваю журналистами, занимаюсь. Там пацаны поймали, отвезут вам сейчас на подвал. Вот. И я сейчас быстренько поеду, сейчас решу вопрос с захоронением этого петуха. Давай, хорошо. Добро. До апреля на Донбассе оставалась надежда на примирение украинцев. В Славянске в протестном движении против новой постмайданной власти участвовало очень небольшое количество граждан, всего несколько десятков. Посмотрите, что они говорили на этих акциях. И вы собрались сюда не для того, чтобы скандалить. Вот вы поймите одну такую вещь. И выяснять, кто прав, кто виноват. То ли Янукович, то ли Ленин, то ли еще кто-нибудь. Вы собрались сюда для того, чтобы подумать, чтобы в этом городе не происходило то, что происходит в Киеве, во Львове, во всех остальных городах. Вот для чего мы собрались. А не для того, чтобы выяснять, кто прав, кто виноват. За унитазы погибал, либо за идею. Ну какая разница, мать плачет действительно одинаково, что та. Ей от этого не легче. Понимаете? И о том, что действительно люди набрались смелости, героизма выступить против этой власти. И им за это нужно поклониться. Но точно так же нужно поклониться и тем милиционерам, которые погибли. Но 11 апреля отставной полковник ФСБ Игорь Стрелков с группой вооруженных людей переходит российско-украинскую границу. 12 апреля они уже в Славянске захватывают здание милиции. Можно я с ними хоть поговорю? Я просто не хочу, чтобы вы туда бежали. А как с ними можно говорить, если они там 90% идет? Вот это. Если они выхватывают, вообще, что это? Давайте не провоцировать, давайте сейчас вот здесь, давайте мы шумные люди. Стойте здесь. Это они решают за всех. Ну да. У нас 15 человек решают за весь город. А кто фотографирует? Давайте фотографируем. Тут же избираются органы местной власти. Кто согласен за этих кандидатур? Дальше можно еще будет предлагать. Что вы? Мы этих людей не знаем. У них есть заместители. Есть заместители. Какие заместители? Штема, кто заместитель? Там мужчины. Есть в этой самой коммунистической, есть другой партии. Ну откуда мы не знаем этих людей? Что вы это говорите? Это предлагают те, которые вот пришли, сами себе предложили, или люди. Ну и, конечно же, расправляются с политическими оппонентами, активно выясняя, кто же тут Бандера. Я понимаю, что... Я родился в России, Еще желающих есть свобода? Что делают? Иди сюда, давай. Сюда камер. Игорю Стрелкову начинают присягать различные группировки ополченцев. Он становится их военным лидером.
Захват Славянска стал спусковым крючком войны на Донбассе. Украина ответит на это началом антитеррористической операции. Некоторые интернет-издания приписывают вам следующие слова, которыми вы охарактеризовали конфликт на Украине. Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы и кончилось. Это мои слова, я их сказал Пороханову еще в 2014 году, да. И в принципе в них содержится правда. Я говорил то, что считаю правдой. Действительно, если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал бы ядром сопротивления, ядром русской весны на Донбассе, то, скорее всего, без этого ядра русская весна была бы подавлена в зародыше. То есть сдали бы Донбасс, да, получается? Подавили бы. Именно подавили бы, потому что не хватало именно ядра, то есть людей, которые готовы действовать, более решительно, чем действовали даже на тот момент самые решительные донецкие. Но даже после этого местные не спешили записываться в ополчение Стрелкова и идти воевать против Украины. И вот наступил момент, когда каждый дончанин, способный носить оружие и готовый его применить по врагам своего народа, может приехать и получить оружие прямо в руки. Получить и встать в строй ополчения, чтобы изгнать карателей за пределы родной земли. Но что же мы видим? Все что угодно, но только не толпы добровольцев у ворот наших штабов. Всего в Донецкой области проживает 4,5 миллиона человек. Но признаюсь честно, никак не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых рисковать жизнью не у себя в городе, на соседней с домом баррикаде, а на передовой линии, где реально каждый день стреляют. Мне еще, находясь в Крыму, приходилось слышать от активистов народного движения рассказы о том, что когда шахтеры встанут, они всех порвут голыми руками. Что ж, может, когда-то так оно и было. Пока же не наблюдается. Во всей области пока не нашлось и пары десятков профессиональных военных, готовых возглавить воюющие подразделения. Стыд и срам. В нашем добровольческом строю все больше мужчин далеко за 40. Выросших и получивших воспитание еще во времена СССР. Но совсем мало молодежи. Где они все, молодые и здоровые парни? Причем это очень важный момент. Дело в том, что на Донбассе наблюдался конфликт поколений. Люди, получившие образование еще в Советском Союзе, больше тяготели к России и идее отделения от Украины. Те же, кто получил образование в независимой Украине, то есть люди молодые, больше тяготели к Киеву и единому украинскому государству. Но маховик насилия стал раскручиваться. Украинская армия начала боевые действия против Стрелкова. В Киеве, кажется, решили, что на Донбассе начался крымский сценарий, поскольку люди Стрелкова напоминали аналогичных зеленых человечков в Крыму. Начались обстрелы, прилетать стало и по мирным жителям. Говорят у нас, как всегда, Нацгвардия не стреляет, ополченцы не стреляют. Кто стреляет, неизвестно. Ну, все разбито в квартире сами. Не, они сейчас целились в этот самый военкомат. Вон, военкомат областной. По нему пуляли, ну, промазали. Они хотят партизанское движение, они его получат. В регион прибывают добровольческие националистические батальоны Украины, которые в будущем не раз будут замечены в преступлениях против гражданских лиц. В Славянске, помимо массовых посадок людей на подвал, чего в Донецке до сих пор массово не наблюдалось, вооруженные люди в масках стали устанавливать свои законы. Например, сухой закон. Зелье, блядь, двое. Мы тебе победим, зеленый змей. Так, ну вы как-то серьезнее, вы чё? Ну, Мало тебе еще? не, серьезнее как-то вы шутите. Мы тебе победим, зеленый змей. Так? Понял. Вслед за этим новые законы устанавливаются по всему Донбассу. Если я завтра увижу в кафе, в кабаке хоть одну барышню, она будет арестована. Так и рождались народные республики. Теперь любая группа людей с оружием могла объявить себя властью на месте. Люди получили оружие и чувствуют себя богами.
Мама криминал, когда такая делюга, по-другому никак. Каждый сам... Там 15 вагонов прибудет митингующих еще, плюс к этому парку Щербакова. 16:23 на ЖД прибытие будет. Рома позиционирует себя гражданином новосозданной республики, бывший строитель, а ныне глава безопасности республики. Декларация о суверенитете Народной Донецкой Республики. Печать даже очень символична. Главный специалист отдела по вопросам борьбы с коррупцией. Да. Тут же началось противостояние этих вооруженных групп друг с другом. Комендатура Луганской Народной Республики вместе с отрядами милиции пытается наводить порядок. Арестовать на подвал всех. Шагом марш. Не успели задержанных отправить в подвал, как звучит тревога. На комендатуру готовится нападение. Открывай губу, заводи. Занять позиции по периметру. А что снимаем-то? Все нормально, все хорошо. Работаем. Куда ты поехал? Вот пацаны поехали. Попросили показать, где это находится. Кто такие? Я не заходил. Министерство обороны предупредили. Первая мысль — едут отбивать арестованных. Такое уже случалось. Просто вот это вот... Чего? Не спеши, твою мать! Разворачивай! Сюда, блин, ко мне. Готово. Маски сними! Балаклаву сними! Самым ярким было противостояние ополченцев и казаков. Красный Луч захвачен противником. Казаки традиционно бежали. В городе держится только маленький их отряд. Случилось то, о чем я неоднократно предупреждал. Донецко-горловская группировка войск Новороссии полностью окружена. Красный Луч был в зоне ответственности группировки ЛНР и оборонялся героями возрожденного казачества имени атамана Казицына. А им погибать нельзя. Казачьему роду нет переводу. Их ждут новые великие свершения. Блестящий боевой путь казачества на Донецкой земле ознаменован такими эпохальными успехами, как сдача за один день Красного Лимана, сдача без боя Попасной, сдача Дебальцева, сдача без боя Фащевки. Теперь и Красный Луч пополнил список. Ура! Будем ждать новых достижений. Игорь Иванович Стрелков. Повод для этих противоречий был. Казаки замахнулись на слишком большой кусок власти. Я скажу из того, что Луганские, Донецкие области до Харькова, это была часть области войска Донского, принадлежала казакам. Это есть юридически доказано, это апробировано юридически. Вот. И в 100 лет казаки, которые проживали веками на этой территории, были в оккупации. Мы хотели, чтобы людям стало жить легче. Из 10 так называемых гумконвоев до народа дошел один. Все остальное распродано. Хотелось бы спросить, кто спросит господина Плотницкого и всех остальных? Я понимаю, многие возразят, вы его выбрали. Я расскажу, как прошли эти выборы. Хватит врать, мы вышли за свободу, и мы свободный народ. Господин Плотницкий в Брянке заявил, что казаки это беспредельщики. Так вот, уважаемый Игорь Венедиктович, вы вор народного доверия. Вы ввели социальные карточки. Не придете на выборы, не получите пенсии. Такого шантажа не было нигде в мире. Такого шантажа не было даже в фашистской Украине. Вы хуже них. Мы требуем вашей отставки. Мы, первый казачий полк имени Платова, требуем вашей отставки. И за нами поднимется вся Луганская область. Потому что видят, как каждый день разворовываются ихние недра. Как каждый день вы воруете все, что можно и нельзя. Как господа, ваши приближенные вояки, вошедшие в бригады, забирают дома и квартиры и живут. Потому что не имеют на это права. Почему из нас никто ничего не украл? Мы воевали в Северодонецке, в Лисичанске, в Первомайске. Мы для вас взяли село Фрунзе, поселок Донецкий и так далее и тому подобное. А где были вы?
После окончания активных боевых действий с вооруженными силами Украины начались расправы над всеми потенциально нелояльными военными. На трассе Первомайск-Стаханов совершен подрыв автомобиля, в котором находился известный командир ополчения, командир полка имени Платова, казачий атаман Павел Дремов. По информации с места происшествия, взрыв совершен на дороге в районе города Стаханов, водитель тяжело ранен. Павел Дремов погиб на месте. 11 декабря казачий атаман женился, на следующий день был убит недалеко от ресторана «Ника», в котором проходили свадебные торжества. Телеканал «Новороссия ТВ» выражает искреннее соболезнования родным и близким легендарного командира Луганской Народной Республики. Я понимаю, когда была война с представителями украинских силовых ведомств, в том числе и армии. Вот. Это понятно, что одни защищались, а другие пытались поработить. Вот. А когда уже те, которые, так сказать, пришли к власти на штыках, те, которые сегодня воевали за Луганскую область, и сегодня они в застенках находятся, без обвинений, без ничего. Самое большое обвинение – это незаконное хранение оружия. Тогда пускай мне они ответят по вопросу, каким законом они пользуются. Самопровозглашенная, никем не признанная. Понимаете? Двое офицеров, военнослужащих, которые состоят на службе в 6-м батальоне территориальной обороны. Оба они казаки. Вечером подъехали к магазину Юнона, решили выпить кофе. Вот. Там они повстречали младшего брата нашего начальника городского отдела, господина Бубнова, который очень агрессивно, достаточно по-хамски себя вел. Скорее всего, это факт не установленный, но со слов ребят он был нетрезв. Они сделали ему замечание о том, что не подобает чести офицера такое поведение. На что тот начал осыпать их оскорблениями. В итоге завязалась драка. Около 8 человек милиционеров, среди них и Бубнов-младший, избили ребят сначала. После чего уже избитых, лежачих, они их начали расстреливать. Опять же, господин Бубнов-младший лично достал свое табельное оружие и произвел 5 выстрелов в лежащих на земле офицеров. Да, своих бывших союзников по борьбе с ВСУ власти республик уничтожали, сажали на подвал, пытали, расстреливали. Впрочем, не нужно думать, что сами казаки были белыми овечками. Когда я вернулся из ДНР в Москву, в один из дней со мной связался человек, который представился бывшим контрактником вооруженных сил ДНР. Писал он так, как будто был очень пьян. Я попросил у него подтверждающие его слова документы, и на удивление получил их. И военный билет, и паспорт гражданина ДНР, и справку о ранении в ходе штурма Мариуполя уже в 2022 году. К этому разговору мы еще вернемся, но сейчас важен вот этот фрагмент, где я вообще не понимаю, о чем мне говорит этот человек. Я в свое время сам задерживал группировки казаков, те, которые были под наркотиками. Я был на тот момент, у нас, было подразделение типа внутренние войска. Типа внутренние войска. Потом, началась дальше тема интересней. Помимо того, что нас еще обстреливали, я не знаю, кто у нас хуярил. Я тебе говорю. Потому что, знаешь, человек, который, по которому, даже можно сказать, прилетает, он не может сказать, откуда прилетает. Да. Но я могу сказать дальше. Я уверен, что каждый человек Донецка знает о том, что прилетало на Бассе. Это Бассе. Это улица Куприна. Так. Туда прилетело там, где останавливается троллейбус. На тот момент, понял, когда прилетело туда, за что я говорил, вот этот троллейбус, я скажу со 100% вероятностью, что на тот момент ту позицию, куда прилетело, отхуярили казаки ДНР по оплоту ДНР. И все жители ДНР в основном об этом и знают. Пускай все это услышат.
То есть, подождите, Кто об этом не сказать, знает? что казаки ударили по оплоту? Или Оно так и было. Да, и Оно так и было. Мгм. Это было внутреннее, короче, блядь, деление территории. И лишь позже, по мере знакомства с различными случаями обстрелов Донецка, я понял, о каком эпизоде говорил этот ополченец. 22 января 2015 года была обстреляна остановка транспорта Донецк-Гормаш. Начнем выпуск с кадров из Донецка, который этим утром потрясла новая трагедия. В час пик минометному обстрелу подверглась остановка общественного транспорта и троллейбус с пассажирами. 15 человек погибли, около 20 ранены. За жизни многих сейчас борются врачи. Горожан призвали сдавать кровь для пострадавших. Тогдашний глава ДНР Александр Захарченко заявил, что после этого обстрела украинских военных в плен они брать не будут. Вот только проблема была в том, что остановка находилась вне зоны досягаемости для минометного огня ВСУ. Следовательно, обстрел мог быть произведен только с территории ДНР. Поэтому родилась версия о украинских диверсантах, которые проникли на территорию ДНР, чтобы обстрелять эту остановку. Впрочем, эта версия прожила недолго. Позже ее заменили на обстрел из пиона. Украинские СМИ в эту версию не очень поверили. Пион – мощнейшая самоходка еще советской армии, призванная пробивать подземные бункеры. Если не верите Украсми, вот вам Пион от канала Life News. Это установки Пион калибром 240 миллиметров. Вот воронка шириной, я думаю, метров приблизительно в 10, глубиной минимум в 4. А теперь сравните эту воронку с поцарапанным асфальтом возле троллейбуса. Нагляднее некуда, правда? А вот что об этих событиях рассказывает другой бывший ополченец, не анонимный, Денис Лотов. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня с вами в эфире я, Елена Бойко. У нас есть два гостя в студии. Это народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев и Денис Лотов, бывший военнослужащий полка «Лавина». Это ДНР. Все, наверное, помнят, кто следит за нашей войной, историю, когда в Донецке на Бассе в троллейбус попал, ну, как тогда говорили, снаряд, да, на самом деле это мина была. А мину туда, ну, никак было не дослать от укропских позиций. Поэтому там рассказывали, что это очередная ДРГ украинская в мусоровозе, то ли в «Газели», да, с минометом. На самом деле было там вот что. Были там разборки между оплотом и казаками сафоновские. И, в общем, кто-то у кого-то что-то отжал, там казаки приехали наказывать. И, в общем, из миномета они стреляли по оплотовской базе, которая находится рядом. Но стрелять они херово умеют, поэтому промазали и попали они по остановке, по этому троллейбусу. Ну а естественно, когда выходит такая зрада, никто ж не будет рассказывать. Поэтому срочно сами же из этого раздули охерительную историю про то, как укропы убили мирных жителей Донецкой Народной Республики. И теперь, зная все это, очень легко объяснить, почему власти ДНР так жестоко боролись с казаками, в том числе применяя пытки и убийства. Но страдали мирные жители не только от обстрелов воюющих между собой группировок внутри народных республик. Междоусобица уже до такой степени достала, то что люди уже, вот допустим, у нас в комендатуре как-то сплотились, и, встречаемся со всеми, все встречаются, и Мозговой, и Козицын, и Бэтмен, и Леший. Вот все общаемся, но вот нету одного целого, чтобы мы сплотились вот так вот в одно целое. Бэтмен, о котором говорит этот герой репортажа «Россия-1», он же Александр Беднов, одна из самых ярких фигур русской весны, настоящий герой Новороссии. Правоохранительная деятельность нашего подразделения, естественно, в этот тяжелый период для нашей республики мы взвалили, скажем так, на свои плечи еще и это. Почему? Потому что система МВД еще не налажена. Плюс ко всему огромный минус это то, что практически все сотрудники милиции украинской, они переметнулись на сторону врага. Персонаж пользовался популярностью внутри республики и среди своих подчиненных. Ну, что касается Бэтмена, то я могу вспоминать со слезами на глазах. С этим человеком я тоже была знакома лично. И я, и Валя. Человек внимательный, человек искренний, открытый, добрый. Это человек, за которым мы шли массой.
Александр Беднов – это человек с большой буквы. Вот таких людей можно создавать отряды пионерские, бэтменовцы, бэтмены. То есть это люди, на которых можно равняться. Это пример подрастающему поколению. Правда, был у Беднова один недостаток. Он захотел идти в политику, но пускать его на выборы власти Народной Республики не очень захотели. Так, мы приехали выяснить причину, по какой не регистрируют нашу общественную организацию. Некие какие-то неизвестные люди, вооруженные, которые не представились, не предъявили своего удостоверений. Начали кричать, чтобы мы разоружились. Я показал удостоверение на право ношения огнестрельного оружия, что имею право прохода свободно. Вот. В ответ без всякого предупреждения был открыт огонь. Ранены 3 военнослужащих Министерства обороны, подразделения ГБР «Бэтмен». Мы выяснить причины, по каким нам отказано в регистрации общественной организации. То есть вы регистрируете общественную организацию? Да, естественно, выборы впереди. Мы, естественно, хотим, чтобы наши представители участвовали во власти. Но под надуманными предлогами отказывают от регистрации. Естественно, приехали выяснить, в чем причина. Ну, вот такой вот ответ. Вот такая у нас новая демократия. Вот такие у нас новые порядки, я смотрю. Ну а потом скрылся секрет Полишинеля. Военным судом Луганской Народной Республики вынесен приговор в отношении 5 участников организованной преступной группировки ГБР «Бэтмен», которые в период с апреля 2014 по январь 2015 года на территории ЛНР совершили порядка 30 тяжких и особо тяжких преступлений. Далее прямая речь начальника отдела Генеральной прокуратуры ЛНР Дмитрия Солонина. Военным судом на основании собранных следствием доказательств вынесен обвинительный приговор. Осужденным определены длительные сроки наказания в виде лишения свободы. В частности, активным участникам организованной группы назначены наказания в виде 13 и 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества соответственно. Ну, причина. Причин много. Например, первая. Ну, одна из них, наверное, это из-за нашего подвальчика. Я так думаю, что да. Что за подвальчик? Ну, когда мы базировались уже на Машинституте, там у нас был, подвал Машинститута, там держали задержанных. Кого за что, как, чего. По-разному. И там меня назначили, смотреть за подвальчиком. Тогда еще не было никаких названий этого подвальчика. Просто подвал и подвал. И там, это причина, по которой меня задержали, я так понимаю. Там я по приказу Аки, а ему приказывал Бэтмен. Я избивал людей. Нравилось мне это, не нравилось. Я бил людей. То есть можно сказать... задержанных, которые в чем-то подозревались. Вот их избили, сильно избили, да. Не знаю, по какой причине утром у одного, этого большой такой, отказало сердце. То есть пришел наш медик в 6 или в 7 утра и сказал, что вот остановка сердца. Вызвали скорую, отдали в скорую. Все, вот это вот был случай такой. И помогли отвезти их в камеру, в подвал. Там остался маньяк, Даг. Вот и еще одного я просто не помню. Даг схватил трубу пластиковую и начал бить по ногам. Я это не смог смотреть и ушел. Я пошел в оружейку заниматься, перебирать боеприпасы. Утром в 6 утра я зашел проверить, что там, все в норме или нет в тюрьме. И этот, что был погибший, он еще был живой. Это было 6 утра. Он еще на меня посмотрел. Я развернулся, вышел. И буквально через час мне доктор сообщил, что он... Сидели просто, я так понимаю, людей там собирали для своих работ, скажем так.
Поэтому сгребали всех. И женщины там сидели, все вместе. В этой камере? Да, там камера не одна, там их несколько. Одна была, скажем, которую там переводили уже, кто, допустим, сколько-то там уже отсидел, скажем, суток. Ну, она считалась первой улучшенной. Там, скажем, был туалет. И из той камеры выводили на работы все, ходили. Вторая камера, там половину, скажем, 50 на 50. Кого на работу, а кто сидел и сидел. И еще была камера, знаю, там оттуда, походу, никто не выходил. Эта третья камера была одним из самых страшных мест во всей тюрьме. Там находились те, кого подозревали в связях с Украиной. Причем никто на так называемой базе не утруждал себя сбором доказательств. Часто хватало простого анонимного доноса. И тогда для человека начинался ад. Я был арестован в конце сентября по доносу. И был арестован в качестве подозреваемого в службе в Айдаре. 2 раза прострелили ноги. У меня было заражение на другой ноге. У меня сходила шкура со спины. А маньяк, один был такой в ГБРе, палач, он любил и прижигать зажигалками спины. Самого Бедного к суду решили не привлекать, а просто сожгли в его собственном автомобиле. Добрый день. Как дела? Что случилось-то? Обстановка боевая, убили командира. Расстреляли наш эскорт, наших пацанов, наших братьев. Расстреляли полностью эскорт Бэтмена. Я могу четко сказать, в этом замешан ЧВК «Вагнер». То есть исполнители это было как раз ЧВК «Вагнер». Но вернемся к событиям весны 2014 года, когда ДНР только становилась. ДНР, к слову, это не только Донецкая и народная, но еще и республика. А республика — это, как известно, демократия и политическая дискуссия. Не нравится, Володя, твое правительство. Кому? Да всем. Я тебя знаю больше 20 лет. Я же знаю, как ты можешь языком мести. Да. Да, очень. А что случилось? И вся область говорит, ну что, ёбнулись? Что у вас творится, блядь, там в вашем правительстве, нахуй? Вот вас называют пауки, что вы только под себя гребете, под себя, блядь. Что именно гребем? Вы нас не финансируете ни капельки, вы хуйню тут заряжаете такое, что просто с ума сойти. Знаешь, что сказал? Андрюша, у нас есть финансирование? Знаешь, что сказал? Выкидывать вас в окна, блядь. Ой, есть какой мандат. Были выборы, допустим, народные выборы. Я тебя завтра в Славянск повезу, кину на баррикады. Не надо никого возить. И посмотрим, что ты будешь делать. Срать начнешь сразу же, блядь. А ты сейчас начнешь желание загадывать с твоей бороды, блядь. Я тебе говорю, ты пиздобол, блядь, больше 20 лет я тебя знаю, нахуй. А вы тут лоботу делаете, кому, блядь, флаг ставить, кому или тому, блядь? Пацаны, вы со Славянска? Нет, с Китая, блядь. Вы кто-то сливаете нас, блядь, конкретно, блядь. И мне это настокуело. Будем вас лечить, блядь. Впрочем, переворот в тот раз не удался. Донецкая Народная Республика установилась путем захвата нескольких административных зданий и провозглашения никому ранее неизвестных людей депутатами от народа Донбасса. Получил сегодня очередную помощь. Это бонусы руководительские, реферальные. Вот они, деньги. Ровно 5630 гривен. Они сейчас очень кстати. Система работает как часы. Все быстро, оперативно. Мы можем много, и огромная благодарность Сергею Пантелеевичу Мавроди. Если начертить, то это все просто. То есть, значит, есть куб Мавроди, палатка, ну, нам понятнее, это куб Мавроди. Значит, на нем происходит коротко и быстро раздача конкретно Мавра. То есть задача на кубе выдать вот такие 100 Мавра. То есть если человек начинает задавать больше вопросов, то есть, пожалуйста, вам на офисе все ответят, расскажут, объяснят. То есть прикидываемся дурачками и говорим, ничего не знаем, там на офисе платят, хотите получите, да? Совершенно верно. Каждый МММщик, включая Сергея Пантелеевича Мавроди, включая каждого из нас, это мошенник. Спасибо. Наконец-то стало все понятно. Я благодарен Денису, что он пришел и внятно все это объяснил.
У нас теперь с вами предстоит очень много работы. Первая задача, которую мы ставили себе, выполнена. Референдум проведен. Донецкая Народная Республика появилась, утвердилась, скажем. В это же время в Донецке существовала и украинская власть. Назначенный Киевом губернатор находился в получасе ходьбы от правительства Донецкой Народной Республики. Мы были буквально 2 часа назад на заседании на 10-м этаже, где они сформировали временное правительство, попросили международного признания и сказали о том, что как бы это Народная Донецкая Республика. Только их об этом никто не уполномачивал. От кого ей сказали? От себя, от народа. Себя. От народа. Да. Народ это 50 человек или 100 человек. Все живет в Донецкой области 4 миллиона 350 тысяч населения. И народ их не уполномачивал. И вчера были заявления всех мэров городов, депутатов городов. Это в данном случае сегодня преступники, а не представители народа. И какое наказание они могут потерпеть? Ну, вчера прокурор возбудил уголовное дело по отношению к каждому из тех, кто нарушал закон. Но важно другое, то, что они призывают, чтобы народ подходил, народа нет. Это там те, которые находятся рядом, это те, которым заплатили деньги, и они пришли на этот театр абсурда. То есть центральная власть киевская до сих пор существует в Донецкой области? Абсолютно. Она не киевская, она местная власть. Есть областной совет, который работает, который осуждает все эти безобразия. Поэтому они мешают работать Донецку. А как вы будете работать в этой ситуации? Вы будете их выгонять оттуда, использовать милицию, силовые структуры? Мы решим этот вопрос. Пока мы предлагаем мирный сценарий. Я прошу наших представителей правоохранительных органов, чтобы они максимально использовали сценарий переговоров и мирного урегулирования. И вот, пока все это двоевластие происходило, народ безмолвствовал. Ну, во-первых, я поддерживаю, что Украина должна быть единой, но не с тем правительством, которое сейчас есть в Украине. Потому что то правительство, которое есть в Украине, оно не справляется со своими обязанностями. И я считаю, что даже выборы президента будут, они ничего хорошего Украине не принесут. Украина только и будет раздирать на запад и на восток, потому что не пришел еще такой умный политик, который может объединить Запад и Восток. Слишком большое противостояние между этими двумя частями Украины. Пытаемся понять, хотят ли люди на самом деле в Россию или это только хотите? Вы можете нам сказать на камеру? Потому что нас никто не слышит и не хотят слышать. Я лично вижу Украину в будущем, это в Евросоюзе только. И поэтому вот эти люди, которые там захватывают что-то, я думаю, это проплаченные люди, поэтому это мое мнение, опять же. Лично я против присоединения к России. Почему? Ну, считаю, у нас единая Украина должна быть независима от России, самостоятельно, не обязательно членом Евросоюза. Я считаю, что те лица, которые провозглашали эту республику, так называемую, во-первых, они никем не уполномочены это делать. И социология показывала, что большинство жителей Донецкой области против присоединения к России. Но кому интересно мнение людей, когда жизнь человека стоит как 3 грамма свинца? А что это за девушка? Это флаг горит. Была большая дружная страна, а теперь ее нет. Сгорела страна так же, как и этот флаг. Те же события, но в меньшем масштабе, происходили по всей области, в том числе и в Мариуполе. Митинги 2 лагерей, избиения проукраинских активистов. Во всем этом принимают участие даже не 1000, а сотни и десятки человек. Они хотят продать нашу землю Америке, продать нашу землю фашистам немецким. Приезжает Ангела Меркель и захватывает, и требует, чтобы бендеры захватили все наши госадминистрации. И если потребуется, я сама возьму оружие и буду расстреливать их. Истребить на корню эту майдановскую нечисть. Янукович тянул с этим, поэтому полегли наши ребята. Соответственно, надо выбрать такого лидера, который не струсит перед натиском бендер. Вот. Кто за федерализацию? Вперед! За отделение! В то же время сотни тысяч остальных жителей городов Донбасса продолжают спокойно жить
своей жизнью. 9 мая под прикрытием многочисленных манифестантов, вышедших отпраздновать День Победы, вооруженные пророссийские активисты попытаются захватить здание милиции. Часть милиционеров переходит на их сторону. Другая часть баррикадируется в здании, принимает бой и вызывает подкрепление. На помощь пришла украинская армия, которая, по ощущениям участников манифестации, приехала воевать против них. Некоторые участники протестов нападают на военных и пытаются помешать проехать военной технике. В городе украинские военные своим огнем убивают помимо вооруженных активистов несколько безоружных гражданских. В итоге украинские военные выполняют свои задачи, здание УВД они отстояли, захвата не получилось. Но войска из города тут же вывели для избежания продолжения инцидентов с ранениями и смертями гражданских лиц. Эти знаменитые кадры часто презентуются как въезд украинских военных в город. На самом же деле именно так они его покидали. Как видите, манифестанты украинских военных ничуть не волнуют. Спустя 2 дня в Мариуполе прошел референдум. Большая часть администрации школ, в которых раньше были избирательные участки, отказались от проведения референдума. В итоге на весь полумиллионный город было открыто всего 4 избирательных участка, вместо запланированных 264. А в 2014 году, кстати, кто-нибудь ходил на референдум из вас или знакомых? Вот в 2014 году был референдум, я просто у кого не спрашиваю, никто не ходил. Референдум? В 2014 году, помните такое? Ну что-то возле горисполкома там собирались, и тут и письмо Путину писали. Там нашлись... Там нашлись... Короче, не ходили. Ничего тут такого нет. Там просто... Такого референдума, как у нас... Сейчас? Нет, ну конечно, такого нет. Референдум прошел еще в ряде городов области, в том числе и в Донецке. Правда, незадолго до этого Путин попросил отложить решение о проведении референдума, но ополченцы его не послушались. Зато после они отчитались. Мы хотим всего лишь заявить о нашем праве на самоопределение, то есть в статусе Донецкой области после оглашения итогов референдума не изменится абсолютно ничего. Мы не перестанем быть частью Украины, мы не станем частью России, а всего лишь заявим миру, что мы хотим изменений. Мы хотим быть услышанными, мы хотим решать судьбу своего региона сами. Глава Центральной избирательной комиссии ДНР. А спустя 2 недели в Украине прошли выборы президента. В стране было очень важно получить легитимное правительство, выбранное избирателями всей страны, а не только киевскими митингующими. А ДНР было важно не допустить проведения этих выборов на своей территории. Открывай! Да люди, мы сейчас сами зайдем. Вообще у нас здесь вот всегда стоят, вот здесь вот. А вот тут вот стоят столы. Я хотел проголосовать и не знаю, где проголосовать. Полгорода объездил, не могу проголосовать. Ну что это такое, а? Ребята, никого тут нет. Вот проголосовал? Вообще никого нет. Но мы возвращаемся в Мариуполь, в 2022 год. Первое, что я хотел узнать у местных, это почему началась война. Будем перебирать все возможные версии. У всех спрашиваю, нам просто сказали, что мы на войну начали, потому что вас сильно притесняли по языку, запрещали на русском разговаривать. Да вот. нет. Не запрещали? Нет, мы тут в основном по-русски. Разговаривали на русском в основном. А вот вообще до 24 февраля действительно ли притесняли русскоязычное население? Да нет, вроде бы как ничего нет. Ничего? Да, а нет. вот по языку, по русскому? Ну да, запрещали в школе, и это, чтобы заполняли все на А так в целом нормально, да? То есть... Да. Вот ты вот жил 8 лет под Украиной, житель Донбасса. Ты встречался? Ты со мной говоришь на русском языке. Ты говорил на русском языке все эти 8 лет или как? Ну да. У тебя были проблемы когда-нибудь из-за того, что ты говорил на русском языке? Честно, ни разу. Ну, не знаю, прям совсем, то есть там, не знаю, что-то... Ну, нам говорят, что вот заставляют там говорить на украинском, все такое. Ну, как бы работники магазинов говорили, да, на украинском. Ну, там
я не скажу, что прям литература была вся эта украинская. Опять же, можно было там, не знаю, в интернете заказать, в библиотеке взять. Без проблем. Ну, названия, ну, например, улиц. Ага, они на украинском. Ну, никакой разницы, говоря. Ну, запомнил и все. То есть ты не почувствовал притеснения, ничего не почувствовал? Да, у нас его и не было, можно так сказать. А как с языком было, вот с русским языком, как было? Нормально общались? Не, я имею в виду ну, потому... Просто потом хотели сделать вот это, чтобы все по-украински говорили. Подпоследок просто уже начали, видно, увидели, что здесь такая уже Украина, начали, конечно, прижимать. Ну а как? Ну мне говорили, что вам запрещали говорить на русском. Нет, ну, неправда? Нет, не запрещали? Нет, не то, что запрещали. Документация была да, на украинском. все на украинском языке. Идешь куда-нибудь, мы же украинский, я в школе учился. Понятно. 3 с минусом получал. Два языка. Русский и украинский. В Мариуполе было 2 языка? До 22 года было 2 языка? Нет. Или когда? Миша, ты вспомни последнее время в супермаркетах. Продавцов заставляли разговаривать на украинском. Ну, продавцов. Это Последний год. А до этого, ну вот с 2014 года, нам говорили, что вам в 2014 году все запретили говорить. Западная Украина в основном начала. А вам нормально? Нормально, но предпочли, чтобы на украинском. Последние 3-4 года стала документация вся на украинском. Это Порошенко начал вот эту ерунду. Ну, потихоньку тогда. Версия о том, что в 2014 году украинцам запретили разговаривать на русском языке, имеет под собой некоторые основания. Дело в том, что после победы Евромайдана Верховная Рада проголосовала за отмену закона об основах государственной языковой политики. Закон был принят в 2012 году при Януковиче. Это случилось 23 февраля 2014 года. Но уже 28 февраля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил, что накладывает вето на этот законопроект. На самом деле Турчинов просто его не подписал, а без подписи президента закон не мог вступить в силу. И только в 2018 году Конституционный суд Украины сделал то, что не получилось сделать у постмайданной Верховной Рады. Он отменил этот закон. И хотя в Конституции прямо говорилось о защите русского языка, он постепенно выталкивался из общественной жизни путем ограничения его использования в школах, средствах массовой информации и в сфере обслуживания. Но пользоваться в остальных сферах русским языком украинское государство никогда людям не запрещало. Впрочем, есть еще одна причина войны. Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид. Будапештский меморандум все читали, я надеюсь, все читали. Там нет никакого обязательства признавать антигосударственные перевороты, нет никакого обязательства идти навстречу режиму, который объявил геноцид против части своего собственного народа. А что, люди отсюда ездили пенсию получать в Украину? Ты же первый раз, что ли? Не, ну да. Украина, ну это ни для кого не секрет, в том числе и для Украины, по-моему, какой-то этот, что типа мы свои обязательства, ну они свои обязательства по пенсиям мог поехать, оформить пенсию, многие так делали, ехали, оформляли пенсию, получали 2 пенсии, одну украинскую, одну ДНРовскую, да. И так прям многие делали, а украинцы платили пенсию. Ну да. Но это не секрет ни для кого, это нормальное явление. А как же так? Ну, я просто думал, что вот геноцид же... была позиция... Что? Ну, геноцид Донбасса, русских ненавидят, донбасских. Ну, это просто было как-то до странно. спецоперации. После спецоперации это все закончилось. Ну, то есть, до спецоперации... До спецоперации уже смирились люди. А вы не шутите? 2 пенсии дают? Дают украинскую пенсию? Да. Ну, с ветеранам они кому-нибудь дают, что же вы хотели. А как так можно получать? Типа он едет куда-то, чтобы получать, или на карту? По курсу 1 и 2 меняют сразу. Снимают через... А где получаете пенсию вот, украинскую? Тут же Россия все. Возле почтового отделения там они снимают. У меня карточку заблокировали. Вот у меня уже пенсия приходит на украинскую карту, да? И все приходит, да? И Россия еще платит. В Донецке так получали тоже. Да, 8 лет так получали. Не, 8 лет получали. До этого 8 лет получали, ездили. Причем, говорят, и в Мариуполь тоже ездили, получается. Просто непонятно как-то. Мы думали, вас это геноцидят, а вам еще пенсию платят. Мой дедушка смог связаться с девушкой, которая работает в миссионном фонде,
И они договорились, что они будут общаться через Viber, точнее, он будет раз в месяц отправлять фотографию с паспортом и записывать видеосообщение. Вот то, что он стоит с паспортом, и там, точнее, паспорт держит близко своего лица. Вот, чтобы было понятно, что это не старая какая-то фотография, и ему продолжала начисляться украинская пенсия. Так делал не только он, по словам моего дедушки, так делают большинство людей. Они связываются с теми, с кем раньше там вот это вот через, ну точнее, кто им помогал с пенсией, вот у всех были сохраненные телефоны, и как они тут снимают эту пенсию, если она на карточку приходит, тут есть определенные люди, которые этим занимаются с 2014 года, вот, они, правда, берут бешеный процент, и это вот, и сейчас меняют уже 1 к 1, имею в виду 1 гривна, 1 рубль, вот, но все равно какие-никакие, но это деньги. Вот. Действительно, в Мариуполе на каждом рынке стоят обменники, чтобы для местных пенсионеров обналичивать в рублях их украинскую пенсию. Кроме того, именно из Украины в ДНР поставлялась вода все эти 8 лет. В целом по городу где-то вода шла замечательно, где-то круглые сутки, где-то утром, вечером. Ну, особых проблем с водой не было. Причем в центре Донецка с водой проблем тоже не было. Единственное, чего я точно не скажу, это за прям линию фронта. Вот там, наверное, всегда, возможно, и были проблемы. Вот это вот я не знаю. Но опять-таки, центр Донецка и так, по сути, линия фронта, 8 лет было тихо. Ну, я пытаюсь сказать, что вот, типа, наверное, километр, 2-3 от линии фронта я не знаю. Но потом мы решили этот геноцид закончить. Вместе с геноцидом закончилась и вода. Как вообще, насколько вот хуже стало в бытовом плане после начала, вот после 24 февраля? Ой, в разы хуже во всех планах, причем, во-первых, очень многие отсюда поуезжали, город просто-напросто опустел. Ну вот как бы машины ездят, но в центре людей не особо не увидишь. Да и банально даже просто знакомые большинство поуезжали, не с кем даже особо погулять просто. В плане воды, вода, понятное дело, я в Телеграме описывал, воды нет, в квартире ее дают очень редко, приходится носить, вот, а так как в семье могут только я носить, соответственно, приходится это частенько делать. А как вообще вот эти вот 8 лет как-то ощущалось, вот как она ощущалась война? На самом деле до 24 февраля оно не сильно ощущалось, потому что я всегда жила в тихих районах. А вот после 24 февраля начало прилетать в мои районы, поэтому стало ощущать. А вот 24 февраля, ты помнишь вот этот день? Что ты чувствовала? Ты вот узнала? Вот на самом деле тогда я была ярой патриоткой Путина. Я за него всегда была, но в тот день, да, я ликовала вместе с моими родителями, бабушкой, дедушкой, но после этого все начало как-то идти на спад. В плане начали прилеты, вот это вот потом вода, начались проблемы, ну и другие мелкие проблемы, в принципе. Ты разочаровалась в итоге в Путине, в решении вот этом? Да, я разочаровалась, честно. То есть я раньше ненавидела прям всех президентов Украины, а теперь я как бы не могу сказать, что я ненавижу Путина, но любить мне его не за что. Ты как-то ощущал, что ты вообще вот в воюющем городе? Как вообще это вот? Честно скажу, я вообще этого не ощущал. Все, что с этим было связано, это только где-то вдалеке какой-то прям какой-то слышно было, хлопок, так называемый, да, и, короче, и все. Ну, то есть, что-то, опять бахнул, жестко в этот раз, да. Типа, мы поговорили с друзьями на эту тему, и все. И, короче, дальше стоим, общаемся, там, по своим делам, если гуляем, или там просто, такого рода. То есть, я, в принципе, не особо ощущал. То есть, по сравнению с тем, что сейчас, это, конечно, несравнимо. То есть, до 24 февраля ты не чувствовал как-то войну? Вот, как я такую? скажу, что я не особо чувствовал. Я, в принципе, вообще не чувствовал, на самом-то деле. Но я скажу так, что есть какие-то районы, да, определенные. Я не могу говорить за всех, там, где хорошо, наверное, прилетало. Наверное, опять же. У меня прям жил один друг, к которому пришлось переезжать, да, короче, потому что там прилеты были нормальные. Вначале вот это вот, когда забрали моего отца 23 февраля на войну, вот, я как-то прочувствовал все это, мне, естественно, хотелось поддерживать
Россию, потому что, ну как я могу вот это вот быть против своих людей? Ну, ты чувствуешь войну вот с 16-го года до, в общем-то, 21-го, до конца 21-го, как ты чувствуешь, что ты находишься в воюющем городе? Как это ощущается? Честно говоря, как-то, то ли потому, что мои ровесники были достаточно как-то молодые, не понимали, что происходит, то ли еще что-то, но все думали, зачем это нам надо, давайте там обратно в Украину. Нам преподаватели рассказывают, что Украина уже не та, которая была раньше, и как раньше уже никогда не будет. Вот. Хотя, вот, допустим, в той школе, где я учился, именно в том поселке, там люди были настроены только пророссийски, там ни одного проукраинского не было вообще. А в Донецке у тебя много было друзей, которые были проукраинские уже после 2014 года? Ну, не то что много, но их хватало, вот. 6 лет, условно. С 16 по 22 война тебя как-то касалась? Ты слышал обстрелы, не знаю, ты страдал как-то от войны? Что было вообще, вот как? Ну, вообще, как, город постепенно перешел к мирной жизни, все начали возвращаться, я от этого не страдал. Но люди, которые жили на линии фронта, они, подвергались обстрелу, как и жители, которые жили на линии фронта на территории, которая под контролем Украины. Вот. Что и, допустим, летало туда, что и к нам прилетало. Вот там вот. После 24 февраля стало жить труднее тебе в быту? Да? Да. В чем это выражается? Рост цен. У нас начинают перепадать свет, вода, все это после 24-го как раз таки. Та же самая мобилизация. Это сложнее. Ты чувствовала войну вообще, вот 16, 17, 18, 19? Нет. То есть война в твоей жизни больше не было? У меня было просто общение с отцом и с дядей, когда отец приезжал каждый раз с полигона и рассказывал какие-то истории, и говорил то, что типа там война есть, на горячей точке, у вас здесь нет, у вас здесь тихо, спокойно. Это было действительно так все эти годы. Какая может быть война? То есть в 21 году, условно, ты войны не чувствовала? Нет. Единственное, что мы тут чувствовали, это рост цен. В поисках причин, по которым власти моей страны решили, что здесь происходит геноцид, я нашел страшный документ. Отчет омбудсмена ДНР о количестве погибших от боевых действий жителей республики. Это сухие цифры, но за ним действительно прячется вся боль той войны. 2014 год – 2546 человек. 2015 год – 1395 человек. 2016 год – 348 человек. 2017 год – 278 человек. 2018 год – 154 человека. Примерно 90% от этих чисел – это погибшие военные, около 10% гражданские. В 2019 погибло 160 человек, из них 9 мирных жителей. В 2020 погибло 44 человека, из них 5 мирных жителей. В 2021 77 человек, из них 7 мирных жителей. С начала спецоперации счет погибших мирных жителей пошел на тысячи. Такого не происходило даже в 2014 году. Впрочем, помимо геноцида была еще одна причина. Денацификация. 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 Как ты думаешь, нацизм на Украине сегодня есть как нечто государственное? Как государственное нет. В проявлениях жителя. Как и у нас. Это, знаешь, это как типа фанатизма. Они считают, что круто быть нацистом. Сегодня мы нацисты. Иногда я даже думаю, знаешь, они путают вот это вот нацизм, национализм, они это путают и думают, что это класс, это круто. Но это же не так. Действительно, в Украине много различных проявлений нацизма. Героизируются граждане с нацистским прошлым. В добровольческих батальонах множество людей со свастикой на теле. А отдельные граждане даже скандировали в свое время. Правда, в украинском парламенте националисты после Майдана терпели сокрушительные поражения. Все свои выборы они проигрывали. В правительстве на момент начала войны националисты не имели ни одного портфеля. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего,
а бревна в твоем глазе не чувствуешь. В Российской Федерации долгое время русский марш был самой массовой уличной акцией. В 2011 году пальму первенства у националистов перехватили либералы, но русский марш продолжал ежегодно собирать десятки тысяч человек. Вот что происходило в Москве 2014 года через год после начала Евромайдана. Слава России! Нация, социализм! Раса, нация, социализм! Впрочем, некоторые лозунги пришлись особенно не по душе российской власти. Майдан на Руси надо сделать! Украина! Это тоже в случае пример для русских! В очередной раз сионисты хотят столкнуть нас в братоубийственной войне! На Украине Коломойские, у нас Дерипаски, Виксельберги, Ротенберги! Они захватили всю собственность! И теперь для того, чтобы отвлечь внимание народа, пытаются устроить братоубийственную войну между славянами! Смерть уродам! Слава Руси! Героям слава! Героям слава! Актив русских националистов стали зачищать силовики. Кого-то отправили в тюрьму, кого-то воевать на Украину. Большинство же просто побоялось дальше высказывать свою позицию. Но на русский марш ежегодно продолжали выходить тысячи человек. Уровень бытовой ксенофобии в российском обществе особенно сильно зашкаливал в нулевые. Тогда отдельные политики вполне успешно делали на этом карьеру. Понаехали тут. Подними и бери с собой. И русский язык, понимаешь? Очистим наш город. Мусор, если вы не поняли, это нацменьшинство. А главный герой этого ролика – Дмитрий Рогозин, тогдашний глава партии Родина. Депутаты от Родины имели целых 36 мандатов в Государственной Думе, что очень немало. Отличались депутаты этой фракции просто потрясающими инициативами. Депутаты Госдумы призывают Генеральную прокуратуру официально возбудить дело о запрете в нашей стране всех религиозных и национальных еврейских объединений как экстремистских. Об этом говорится в открытом письме Генеральному прокурору России. Текст этого обращения опубликован в газете «Русь православная». Ряд депутатов Государственной Думы, представителей фракций Родина, КПРФ и ЛДПР полагают, что еврейская религия антихристианская и человеконенавистническая, доходящая до ритуальных убийств. Многие случаи этого ритуального экстремизма были доказаны в суде. Инициатором этого запроса стал депутат фракции Родина и главный редактор журнала «Русский дом» Александр Крутов. Депутаты требуют от прокуратуры проверить деятельность еврейских религиозных и национальных организаций, сообщает Интерфакс. Позже дому Андрея становится понятно, почему теперь и для него есть такая партия. Это сразу видно, что лицо волевого человека. Это не какая-нибудь там... Посмотрите на подбородок. Это просто новый вождь. Фюрер действительно был человеком выдающимся. Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО, затем заместитель председателя правительства Российской Федерации, ну и в конце концов генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос. Именно в этой должности Рогозин встретил денацификацию Украины. В данный момент он возглавляет группу военных специалистов в зоне проведения денацификации. Слава России! Здравия желаю вам, русские слушатели интернета. Сегодня у меня идет запись второго варианта моей песни «Евреи, клоны ящеров». О, а это Вера Лесина, видеоблогер, которая активно поддерживает Донецкую Народную Республику с 2014 года. Болезней сотня у них, психических, наследственных, заразных, генетических. Можно было бы все списать на индивидуальное безумие, но антисемитизм среди сторонников Новороссии встречался довольно часто.
Объяснить меня, что вы считаете как мне интересную реакцию, если я скажу примерное имя и фамилию Порошенко? Пидор. Жопочники они! Кто такой Порошенко? Жопочники! Евреи, сука! Мало их Гитлер подушил, падла! И праздник православный, и православные люди сейчас на той стороне с оружием, а по православию почему-то не получается. Не потому ли, что у нас правительство и многие другие, ну, не совсем люди православные. Они делают все, что гласит, и все, что требует их вера на территории православия. Уничтожай гоев, и будет тебе радость. Здесь, в Славянске, мы наносим мощнейший информационный удар, концептуальный удар по библейской матрице, нашим телевещанием, по зомбовещанию, по сионистскому зомбовещанию. Да. Сионистский зомбоящик. Славяне крами торят путь. Так ополченцы в Славянске объявили о прекращении украинского телевещания и начале вещания нового, ДНРовского. В эфир тут же пустили программу неоязычника волхва Мирогора. А вот не узнаете этого прекрасного гражданина? Да это же Павел Губарев, тот самый первый народный губернатор Донбасса, слушает лекцию неонациста Александра Баркашова. Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! В своей книге Губарев так описывает этот эпизод. Потом мне эти связи с РНЕ станут поминать на нынешней Евромайдановой Украине. Мол, Губарев всегда был русским фашистом. Ну да, кто же я такой еще в их глазах? Выскажусь по всему поводу определенно, раз и навсегда. Я красно-белый. Я совмещаю социалистическую идею с национально-цивилизационной, русской. С моей точки зрения, примитивно-узкоплеменной, чисто расовый, уменьшительный русский национализм – это тупик. Ненавижу борцов с империей. Потому что форма русского национального государства – это империя и одновременно цивилизация. Потому что русские – народ с особой миссией. Мы, удерживающие мировое зло. От силы и здоровья Великой России зависит судьба мира. Мы русские, объединяющие вокруг себя другие народы. Россия всегда будет и империей, и особой цивилизацией, и стражем мирового порядка. Но вы знаете, что же получится, если объединить национализм и социализм? Конечно же, народный губернатор Донбасса. Русские идут, испугавшись пуль Ирана. Русские идут и призывают всех славян. Ну, это Макевара. Люблю. Она очень хорошо набивать кента с кулаки. А когда видишь вот такие вот еще символы, то это придает дух. И ты представляешь, что перед тобой лицо Коломойского, Пархатова. Да, золотые времена русских националистов давно прошли, но бытовая ксенофобия никуда не делась. В 2020 году Левада-центр провел опрос, чтобы узнать уровень терпимости россиян к различным национальностям. 22% нетерпимы к китайцам, 28% к африканцам, 26% к выходцам из Средней Азии, 19% к украинцам, 26% к чеченцам, 44% к цыганам. Впрочем, вы не понимаете, это другое. Все-таки цыгане и африканцы кое-чем отличаются от русских. Я считаю, что каждый мужчина заслуживает уважения своими действиями, защищать чужих детей, которые для нас одинаковы, если они с белой кожей, если они рождены на нашей славянской земле. Помню, когда я написал в Телеграме о популярности в России ксенофобии, мне ответил военкор Роман Сапаньков. Александр Штефанов на пару с Цыпсо Коллинг нашли видео городских сумасшедших из Москвы из 2014 года и подтягивают свои мысли в стиле «Куда ж вы с кривой рожей с денацификацией лезете?». На самом деле удивительно. Я бы это отнес к групповому помешательству или проплаченной сетке. Судите сами. На видео из Москвы нацики ходят маршем, орут националистические лозунги и требуют убрать всех нетитульной нации из России. Интересно, какую нетитульную нацию они собрались убирать
из Дагестана, Бурятии, Татарстана, Тувы. На Украине в то же время националисты тоже ходили маршем и требовали убрать всех нетитульной нации из Украины. Два братских народа, то есть в России шествие националистов, кричащих про чурок и про убираться вон, это удел маргиналов, которые к тому же после нацистского переворота на Украине были зачищены и исчезли из культурной и политической жизни страны, что ровно наоборот на Украине. То есть там, что у нас удел маргиналов, на Украине государственная идеология. А потом я решил посмотреть комментарии к этому посту и убедился в своей правоте. Бля, и этот многонационалом оказался. Ну, раз за спецобосрацию одни многонационалы, проще сделать выводы. Конечно, в России не так. Там любой чеченец может залезть под юбку девушки, потом толпой пиздить ее мужика, и им за это ничего не будет. А мужику повезет, если в живых останется. Осуждая этих хохлов, что они борются за свою идентичность. Пусть неправильно и радикально, но они хотя бы борются, в отличие от нас, которые из года в год становятся все больше чужими в своей стране. Не успеете опомниться, как Россия из светской христианской страны превратится в исламскую, арабоязычную, с другим названием и с главой государства, который будет именоваться Раисом, в лучшем случае в что-то типа Афганистана. Вообще-то очень не мешало бы повыдворять из России граждан Средней Азии и Закавказья, и гражданство аннулировать, особенно у среднеазиатов. Они сами отделились от России, выгнали русских, но едут к нам как к себе домой, еще и нагло себя ведут, криминал только от них. Не трогайте Мельчакова, он для России сделал больше, чем половина сидящих здесь на диванах. Мельчакова действительно лучше не трогать. Уж больно много он сделал для России. Знакомьтесь, Алексей Мельчаков. Скоро он убьет этого щенка и запишет происходящее на видео, а потом уедет воевать на Украину за Луганскую Народную Республику в составе ГБР «Бэтмен». Взгляды Мельчакова специфичны. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Стоит ли удивляться, что Мельчаков устраивал расправы над пленными, отрезал украинским бойцам части их тела и делал еще много чего интересного на территории тогдашней Украины? Я здесь толкаю правую тему. И к правым здесь относятся обычные ополченцы, все лучше, лучше и лучше. Я им объясняю, я им растолковываю. Вон, славян, вообще это одна из основных его задач, кроме того, что он пулеметчик убивать должен, он еще здесь просветительскую работу ведет. Куча пидорасов лезет во власть здесь, но здесь ничего нету, здесь власть это мы. Сейчас Мельчаков командует целым подразделением в зоне специальной военной операции. Они даже распространяют методичку о том, как правильно убивать украинских пленных. ДШРГ Русич. Инструкция по утилизации военнопленных в ВСУ. По возможности не докладывайте вышестоящему командованию про наличие пленных солдат и офицеров противника. Если доклад был осуществлен для улучшения отчетности, то доложите, что противник ранен и может погибнуть, даже если это не так. При наличии времени и возможностей допросите пленных солдат противника. Сперва без физического давления, затем повторно с элементами воздействия, такими как отрубить пальцы, отрезать ухо, удары в область паха и суставов, загнать иголки под ногти. Главное, чтобы противник мог сознательно отвечать на вопросы. После допроса пленных или расстреливайте. Сделать это, не привлекая внимания, и чтобы это не видели бойцы, которые в этом не участвуют, во избежание слива. Или зарежьте. Желательно, чтобы все приняли в этом участие, дабы в дальнейшем соблюдали тайну произошедшего. Второй вариант – это ранить пленных и отправить в больницу. Нанести ранение необходимо в область печени, дабы исключить шанс выживания, и паха. Стрелять рекомендуется с короткой дистанции через арамидный пакет, во избежание ожогов на теле, которые могут показать умышленный характер ранения. Не бойтесь убивать пленных. Особисты и те, кому они важны для отчетности, на передовой не появляются. Наказания за это не последует никакого. Кстати, тела убитых, если можете установить личность, тоже не отдавайте так. Снимайте координаты точного захоронения, делайте фото, чтобы было видно лицо, и предлагайте родне купить данные о месте захоронения сына, мужа и прочего за сумму от 2 до 5 тысяч $. Деньги могут перевести на биткоин кошелек, а вами потрачены на экипировку, дроны и так далее.
Также бойцы этого подразделения демонстрируют видео с кастрацией украинского солдата. Ну а еще поздравляют Гитлера с днем рождения. Сегодня день рождения у нашего соратника и друга, который стал примером для многих из нас, несмотря на свой преклонный возраст. Он научил нас любить отчизну и не бояться врага никогда, каким бы сильным враг не был. Он научил нас бороться за исходные земли, которые исторически принадлежат нашему народу, и несмотря на то, что его уже давно нет с нами, его дело и слово живет в наших сердцах и вдохновляет нас бить укробольшевистскую мразь и множить славу великой России. 20 апреля 2022 года. 88 для неонацистов – это зашифрованное приветствие. 8-я буква латинского алфавита H. Повторенная дважды, она означает «Хайль Гитлер». После победы разберемся. Приходится проводить часть совместной работы с идейно- и расово-чужими элементами. Но для нас это важно на данный момент. Мы вообще считаем, что все в первую очередь не белое население Украины, женское с 10 лет, а мужское с 5, должно быть физически уничтожено, часть путем научных экспериментов. Оставшиеся мальчики должны быть воспитаны как янычары в военном служении России, а девочки после курса нормальных жен с паспортами неграждан РФ, отсутствие гражданских прав, кроме того, что нельзя мучить, убивать и продавать, при этом дети от них уже должны быть полноценными гражданами, будут отданы русским солдатам по 2-3 штуки на руки. Чернявых можно раздать и не русским, но которые воевали за Россию. Вот и решение демографического вопроса. Запись опубликована в официальном телеграм-канале ДШРГ «Русич» 25 октября 2022 года. Спустя 3 дня она была удалена без каких-либо пояснений со стороны подразделения. Впрочем, вы не переживайте. Российские военкоры уже заняты имиджем Русича и подают его в хорошем свете. Не, Лёх, ну ты нацист, националист. Я националист, патриот. Я всегда об этом говорю. То есть я это никогда не скрываю. А если националисты не будут воевать за свою страну и за свой народ, то кто будет воевать? Чего-то я не заметил, чтобы либералы здесь бегали. А националистов много встретил. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Но важно помнить, что нацисты есть и на Украине. Вот, например, один из таких. Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. И пускай даже насильная. И пускай даже насильная. И пускай даже насильная. Также Кива добавил, что для воспитания любви к Украине можно применять любые методы. По его словам, необходимо ставить и учить любить. Если пророссийские украинцы не будут любить Украину, их заставят это делать. Вата любит силу. А вот он же после начала спецоперации. Да, он перебежал на сторону России. Теперь это популярнейший гость на федеральных телеканалах и на других политических шоу. Мне вот Илья Владимирович ближе и дороже, чем тот обычный украинский обыватель, который ходит по проспекту Шухевича и Бандеры и при этом нормально себя чувствует. Еще одним военным формированием с высокой долей неонацистов является Азов. Именно это подразделение обороняло Мариуполь и практически в полном составе попало в плен. Власти ДНР даже начали готовить клетку для показательного процесса над неонацистами. Но как-то так вышло, что вскоре лидеров Азова вывезли в Турцию, чтобы обменять их на личного друга Владимира Владимировича Путина. Такой широкий лозунг «своих не бросаем», он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. А когда меня, привезли в больницу, когда мне пулю достали из живота, и я приехал в больницу, и мне сказали: "Да иди ты нахуй, у нас азовцы лежат". Я сказал: "Ребята, я вас понял". То есть своих хуй забили, а азовцев лечили. Короче, денацификация идет полным ходом. Если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем сколько нужно, убьем 1 миллион, 5 миллионов, хоть всех истребим. Пока вы не поймете, что вы бесноваты и вам надо лечиться. Я сторонник, например, репродуктивных лагерей для украинок. Я считаю, что это очень конструктивная идея, она принадлежит не мне, принадлежит Мельчакову, но, тем не менее, здесь прям все очень, как по мне, так соответствует будущей реальности. Биологическое уничтожение украинской нации.
Русские не могут быть триедины, пока не время и с недолюдьми, а именно недочеловеком и является любой человек, ассоциирующий себя с независимым от Москвы украинским государственным проектом. Поздравляю, хохлов! Денег на вашу ассимиляцию и тонкую работу будет меньше, зато денег больше будет на чугуний, потому что вопрос нынче в биологическом уничтожении украинской нации посредством ликвидации ее лучшего генофонда, ушедшего на войну. Мне украинские дети, они рассказывали про то, что Украина оккупирована москалями. Прям топить этих детей, топить. Это не прямо ваш в метод. Тысыне. Это Надо сказал, что, сказать, москали оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Там каждое, значит, говно называется у них, так сказать, там такие домики есть куча. Очень, очень плохих, чудовищных. То есть они же засрали Карпаты, же они их уничтожили на самом деле. То есть Карпаты — это отвратительно. И там каждая, значит, изба называется Сморякова хата. И вот прям в эту Сморякову хату прям забивать и сжечь. Прям вот сидите. Это экстремизм. Это мы не поддержим. Нам что говорят? На нас напали? Нихуя, кто на нас напал? Было такое понятие какое-то, то что люди выйдут и скажут: да идите вы нахуй, хохлы, мы хотим быть с русскими. Но такого не произошло. Как-то мы просто шокированы, получается, зачем мы к вам пришли. Это уже политика. То Да. есть И мы задаем этот вопрос. Вы бы не просили нас приходить, если бы так, то вы бы предпочли, чтобы не было войны. Так я и понял, что нахожусь на войне без особых причин. Впрочем, мне предстояло еще очень многое узнать. Проснулись, после первого утра в Мариуполе. Ужасно холодно. При том, что мы спали в довольно теплом помещении относительно остальных. Тут очень тяжело и некомфортно спать в неотапливаемых помещениях, даже с электрообогревателями. А вот наверху ребята вообще какое-то время без электрообогревателей спали, только ближе к ночи подвезли. Вообще, это, конечно, жесть. Сейчас подъедет фура. Будем разгружать ее, повезем обогреватели по уже маршрутным листам, по спискам, по людям, которые их заказали. Отправили меня, значит, мусор вынести, как самого молодого. А тут такой район. Очень сильное разрушение. Вот, и тут какие-то личные вещи людей. Понятно, все ценное тут же разбирают. Мародеры. Люди очень бедные, поэтому, как только появляется возможность, все расхватывают. Ударник коммунистического труда. Удостоверение, все в грязи. Косенко Жанна Михайловна. Когда-то тут жила и была ударником. А потом пришла денацификация. А это тот самый дом, в котором мне и предстояло жить ближайшую неделю. Наша бабушка похвасталась своими грамотами, которые она получила в Украине за образцовый уход за домом. Лучше это самое, и тут еще куча грамот. Вот это моя работа за 7 лет. Так что я сказала Иващенко, я говорю, я могла Бойченко сказать. Он тоже был мэром. И он для города много сделал. Хорошо, Иришка. Но говорю, вы не администратор. Бойченко это был, когда Украина была? Это был мэр, когда была Украина. У меня огромный дом, 6-подъездная 9-этажка. Потекла крыша. Он выделил 2,5 миллиона на крышу. И мне говорит: Людмила Васильевна, я лично сам буду контролировать эту крышу, как вы ее делаете. Хорошо, Вадим Сергеевич, не вопрос. Так он через 2-3 недели и на крыше. 2-3 недели и на крыше. Говорит, когда пришли ДНРовцы, грамоты первое время приходилось прятать. В соседних домах из-за такие грамоты женщин избивали. Украинские грамоты за это побили? Да, за это ДНРовцы побили.
Какой ужас. И ужас, здесь. И никуда не обращались, ничего, ну... Просто побили и все. Побили и все, да. Потому что, типа, вот за Украину, потому что Украина до вас награждала, поэтому, да, вот типа так это... Ну, я же говорю, что мне в интернете пишут, что Людмилу Иосифовну, как только зайдем в Мариуполь, повесим на ее флаг. Короче, и с той, и с другой стороны есть такие... А с этой стороны говорят, ну-ка разговаривает, расстреляем. Так что вы между повешением и расстрелом. Нас отправили за водой. Воду из-под крана использовать для готовки в Мариуполе нельзя. Местные говорят, что дело в трупах, которыми был завален город, и в итоге каким-то образом они отравили воду. Но я в это, честно говоря, не очень поверил. 11 литров, 31 литр, на 155 рублей. Это дешево. Что у вас вода такая дешевая? Типа, откуда она вообще? Ну, говорят, что к Мангуша везут. 5 рублей литр. Поскольку наши фуры с обогревателями задерживались, у меня появилась возможность погулять по городу и пообщаться с местными. В одном из дворов встретили нас не очень приветливо. Здрасте. Камеру выключи. После короткого знакомства мужчина решил, что снимать нам все-таки можно. Когда он узнал, что мы волонтеры, он поделился с нами проблемой. Вся волонтерская помощь, которая приходит в этот район, обходит его соседку, местную бабушку. А все потому, что ее дочь политически неблагонадежна. То, что вы говорите про то, что дочь, из-за того, что дочь, получается, она замужем за ВСУшником? Да. Но при чем здесь дочь? Из-за этого матери не дают. Да, я подошел, говорю, Оля, так и так вот. Почему так получается? То есть человек, она не проживает здесь. Как не проживает, если вот ее квартира? Жесть. Оля, то есть привезли, отдали кому надо. Я говорю, Оля, не надо там то, что он там ВСУшник, контрактник. Ну человек-то остается человек, и она мерзнет. Но бабушки дома не оказалось. Решили подождать и пообщаться. Это не какое-то СВО, как Владимир Владимирович говорит, вот, понимаешь? Это война, это полномасштабная война между братским народом. Через несколько минут мы все-таки дождались нашу бабушку. Да, я пришла, все было взломано, все было забрано, и много кое-чего забрали. Я уже не помню, что я уже не рада, думаю, хай бы забирали, душу мою не трогали. Честно. Если вы как-то объясняете для себя, кто виноват в этом, вот что началось? Я даже не знаю. Не Вы знаю. знаете, детки мои дорогие, я не знаю, как мы разгневались, почему разгневались, что такое положение. Неужели Зеленский не может найти с этим Путиным и восстановить, и эту бойню все прекратить? Для чего не вскрывали узнать? Азов, не Азов, ну, в смысле, вот этот был. Ну ничего я не нашла. именно вскрывала дверь, Ничего чтобы... не нашли. Меня вывозили за город, я 5 часов была за городом, меня выводили в полотенце, ребят. Да. Под автоматом сидела. Просто узнать у моей подруги, знакомый, точнее мужчина, Азов или ВСУ. А почему подозревали, почему вас? Потому что знакомые какие-то Ну, есть? это моя лучшая подружка была. А у нее муж Да, ВСУ. военный муж. И поэтому вас тоже забрали как Ну, подозрительных. конечно, выяснить, кто из кто. Там мы до 12 часов ее ждали, блин. С паяльником мы тут сидели, нормально? Зачем? Впрочем, с такой версией согласны не все жильцы подъезда. Да ее там пытали, блядь. Мы ее еле дождались. А кто ее пытал? Укроповцы. Вот окно. Глянь, как мы живем. Окно. Полностью. Снимай. Во вторую комнату пошли. Глянь. То есть у вас как на улице здесь? Да. Вот здесь вот, глянь. Сынок-то, глянь.
Ну это... Люди, вот эти Теля, блядь, Киса, блядь, они, понимаешь, как бы, блядь... Тихо, блядь, корреспондент пришел. Я очевидец с этой всей войны, да. Это все. Расскажите. Все разве. Ну, ты присядь вначале. Да? Когда Что, вооруженные вопросы? силы просто, ну, как-то проверяли, или заходили, просто вот соседи... Да, сверху- не, могу рассказать. Да. И лежу дома, читаю книжку. Знаешь, я уже отмороженный был, да, все 100, блин. Опа, взрывает, у меня дверь железная, нормальная дверь, ну, как говорится. Подхожу, открываю дверь, стоят 3 человека, российские, военные, нормальные парни. Говорит, парень, а что тут, а что ты тут делаешь? Я говорю, я тут живу вообще, в принципе. Дом разрушенный, разбомбленный, прикинь. А я тут живу, оказывается, прикинь, блин. Ну, они, ты знаешь, по-людски. На второй день мне принесли и воды, и жратвы, блин, и тушенки, блин, по-людски, так, знаешь, ко мне вот так, знаешь. Это российские пацаны, которые пришли сюда, блин. А украинцы пидора. А украинцы вообще-то они даже не подошли даже сюда, блин. Вообще. Они просто рвали. Вообще, они как-то там... Да и все, блин. Пришли россияне, привезли сюда, блядь, кучу крупы, кучу сахара, кучу жратвы, пацанам макарон, кучу, блядь. То есть армия... Это русская, это Зетка. Понял, о чем, блядь? Да. Я говорю, Зет. Я не знаю, что такое зека, блядь. А я знаю, что такое русские. Короче, русские для меня Ну класс. вот направь на него камеру, блин. Русские классные, блядь. Украинцы тоже классные, только украинцы. Они, вот эта зеленская тварь, блядь, вместе с вот этим американским пидором, блядь. Выходим на улицу и обнаруживаем еще одного жителя двора, пострадавшего от войны. Это было начало марта. Вот. Ехал на велосипеде по Бахмутской. Ага. Бахмутской улице. Ну, так случилось. Остановился на велосипеде. Вот просто перекурить, говорю, как есть. Угу. Так все и было. И в дом прилет, и вот эти осколки получились у меня там. Глушануло, но успел угнуться. Если бы не угнулся, может, уже бы так с тобой не разговаривал. Думаете, ВСУшники или... Никто не знаю, ничего не знаю. Смотри, не буду говорить ничего, потому что не знаю. Было все вот так вот. А в 2014 году вы здесь жили, в Мариуполе? Да. А на референдум не ходили в 2014 году? Нет, не ходил, никуда не ходил, ничего. Никуда не ходили? Нет. А говорят, как что тут до войны было как раз про украинских, про российских было так примерно поровну, там люди по-разному. Да. Действительно, Мариуполь был специфическим городом Донбасса. Президент Владимир Зеленский впервые с момента вступления в должность посетил Донецкую область. Он прибыл в Мариуполь, где во втором туре выборов за него проголосовало 90% жителей, в день празднования освобождения города от ДНР. Я вас приветствую. Это большой праздник. 5 лет с освобождения Мариуполя от сепаратистов, от разных террористов. Вы свободные, вы настоящие украинцы. Спасибо вам за то, что вы сохранили Мариуполь. И Мариуполь — это навсегда Украина. Ну, а 22 февраля 2022 года мариупольцы собрались на стихийный митинг возле драмтеатра. Хотели показать, что их не нужно освобождать. Все эти 8 лет, пока Донецк, бывший когда-то богатейшим городом Украины, беднел, Мариуполь становился богаче и красивее. И это создавало предпосылки для вражды между двумя городами. Нас Донецк ненавидит. Донецк нас не уважает, ненавидит нас. А за что вас ненавидят? Ненавидят, что их 8 лет бомбили, а нас 2,5 месяца. Ну типа, что не поддержали. А кого да, поддержали? Поддержать. Что здесь? Ну да, что вы могли сделать? Кое-кого сразу закрыли, везли в Киев здесь таких, все помыкались. А кому идти? Кому ты что скажешь? Есть такое отношение реально у ДНРовцев к... Ну, то есть они заходили в квартиру, увидели, блядь, плазма стоит. Ёпта, нихера себе плазма. Ты сидишь и думаешь, блядь, ну, вы же там живете, ну, что не можешь себе купить, позволить? Мы тут, ну, как сказать, не шиковали, тоже выживали. Они считают, что мы тут в жиру были. Мы тут в жиру были, жировали. А по факту нет. В общем, мне рассказывали в Мариуполе конкретная история, что приходят люди из ДНР, мобики, и говорят, а вот вы
пока мы 8 лет под обстрелами жили, вы тут жили припеваючи, нормально жили. Собственно, теперь вы, давайте-ка вы тоже чуть-чуть поживите, ничего страшного. То есть было вот такое вот отношение, типа, ну это справедливо, чтобы они чуть-чуть пожили, как мы. Было такое, да, и тоже в интернете очень это было развито, типа, что, мы вот страдали, а Пускай теперь они вы хотя бы пострадают. посмотрите, что мы пережили. Угу. Если открыть социальные сети и посмотреть на то, как некоторые жители Донецка реагировали на новости о восстановлении Мариуполя, то можно многое понять. Да задолбали уже Мариуполем! Я поддерживаю. Чире город в 2014 году, когда нас бомбили, они наживались на нас и вплоть до СВО. Кино, вино и домино. Этим марикам уже ненависть вызывают у людей. Они единственные страдали. Мрак. Да замечательно. Как же рады другие города ДНР за Мариуполь. Прям издеваетесь по-черному. Еще и чистят невыгодные комменты. У нас же правду нельзя говорить. Правильно делает, молодец, просто умничка. А когда наш Донецк и Луганск сидели без воды и без света, и когда просто приезжали к ним то оформить, кто пенсии, кто-то детские, а они что делали? За одну комнату с клопами такую цену брали. А почему вы к нацистам ездили пенсии оформлять? Не стыдно было на постах правосекам улыбаться? Мы очень рады за Мариуполь, а Донецк потерпит, подождет. И отопление у них. Пора уже им выметаться из Донецка в свой Мариуполь. Правильно Донецк обогрел их, а они с жопой повернулись. Их к мобилизации не привлекали и работать не хотят. Интересно, чем Донецк хуже? Что наши мужики в шахтах под обстрелами работают, а их прохлаждаются и детки свастики рисуют в подъездах? Как вы задолбали со своим Мариуполем! Даже меня, уже терпеливую, вывели из себя. А когда наши раны начнут затягиваться, что мне сказать родной тетке, которая переехала ко мне с Путиловки по причине прямого попадания в дом? Да плевать на этот грёбаный Мариуполь. Порой эти претензии были обоюдными. Где-то в середине весны к нам начали приезжать беженцы с Мариуполя. Их чаще всего размещали в школах. Я общался с человеком, который был ответственным за порядок в одной из этих школ. Мне этот человек рассказал, что они вели себя не очень добропорядочно. Они устраивали срач в классах и кабинетах. Могли рисовать рисовать флаг Украины, писать какие-то гадости про нас. У них была главная претензия, почему их город тогда еще за 1,5 месяца выглядит намного хуже, чем наш город за 8 лет. Также были какие-то стычки. Я слышал только о стычках на рынках, там, где они могли как-то провоцировать местных жителей какими-то криками. Но вернемся в наш двор. И все кричат почему-то: слава Украине, мы в Европу. Какая Европа? Вы адекватные люди. Да, я понимаю, вот этот кошмар, то, что случилось сейчас с Мариуполем, погибли просто дети, старики, взрослые. У меня личные знакомые мои, они погибли. Это их не вернешь ни новостройками, ни вот этим ремонтом. Это неокупаемая цена, понимаешь? Но любая война, она не несет побед. Когда 2014 год, 14... Да, вот, подожди, когда ж? Саня. Референдум когда был? Нет, да, референдум, я там не был. Брехать не буду. Я хочу сказать, что я у кого не спрашиваю, никто не был. Вот честно, я у каждого спрашиваю, пока никого не нашел, кто был на референдуме. Я вот, честно сказать, виню просто две стороны за мою систему, что случилось. Ну, как-то две системы. Не будем говорить, как вот кричат люди там: это Украина, это Россия. И те, и другие хороши, да? Оба. 50 на 50 ставлю, оба хороши. Тех не звал сюда никто, но они за свою систему стояли в жизни, там своя у них политика была там. Но это не наше понятие, не наше, это политиканское понятие. Что наши стояли, что те стояли, там не понять нам всем, не понять, этого не понять.
А то, что единственное, что мы как муравьи гибнем, вот, это вообще, кто за это ответит? Кто ответит за все? За убитых, за калеченных, за все, что потеряно. Это кто ответит? Кто? Вот говорю вот так вот, кто ответит за это все? Просто уроды. Верховые уроды, верховые. А мы пешки. Просто пешки, которые страдают. Ни за что. Как люди кричат, я вот свое мнение скажу, как люди кричат. Мы Украина, мы Россия, мы двухличные. Вот хочу сказать, почему двухличные. Вот так вот приведу пример. Опа, были Украина, орали свое. Хоп, случилось там российская система, орем свое. Украина такие. Сейчас вернут обратно систему, будем кричать по-другому. Не надо, не надо. Главное, чтобы был мир, и я так скажу, неважно, как мы кричим, я за свою страну, я за свою страну. Это все ганьба, что люди говорят это все за свою страну, это позор, это голимый позор. Неправильно. Неважно, какие мы люди и кто мы. Главное, чтобы был мир, и все. Так вот и живет этот двор. На одном этаже граждане за Украину, на другом за Россию. А внизу сидит человек, который во время противостояния России и Украины потерял ноги и не хочет поддерживать никого. Тем вечером приехала первая фура с обогревателями. Следующие несколько часов прошли незабываемо. Ну а различных манипуляций с этими обогревателями придется проделать еще немало и после разгрузки фуры. Я клею наклейки, чтобы люди не продавали обогреватели, насколько я понял. И все это ради того, чтобы в конце концов обогреватели раздать. Запиши человека сразу первого, ему выдаем. Говорите свою фамилию, имя, отчество, говорите номер телефона. Мы выдаем всем в порядке очереди. Вот, из ГОТа есть, подходим ко мне. Иван. Они на работе, ты стоишь здесь. После первого дня работы я поехал в Донецк, чтобы записать там несколько интервью. Попутчики оказались интересными. Два давних друга. Девушка – сторонница ДНР. Парень – скорее противник идеи Донецкой Народной Республики. Как в Макеевке с обстрелами? Ну, такое. Стрелять не стреляют, просто слышно. В основном будет слышно выходы. Ну, может быть, конечно, и прилеты. Выходы — это когда наша артиллерия стреляет. Да. Угу. А звуки отличаются, да? Вот вы меня научите различать звуки. Я работаю в Киевском районе. Я знаю, что такое, когда от нас, а когда к нам. Не совсем. Наша артиллерия тоже близко к городу, получается? Я работаю очень близко к артиллерии. То, что говорят в новостях, о том, что стоят в школах, в детских садиках, нет, у нас такого нет. Я, например, ни разу не видела, чтобы стояли возле школы или возле детского садика. Не всегда рядом, где им удобно, находится школа. Но если где им удобно стоит школа, им похуй. Потому что я же говорю, когда я лежал в больнице, они, блядь, такое ощущение устал. Получается, ты лежал в больнице, и прям рядом с тобой работала наша артиллерия, да? Я, расскажу потом, я был мобилизованным. Да? Попутчик рассказал, что в ДНР он попал под мобилизацию, но особого желания участвовать в спецоперации по денацификации у него не было. Вот тут я бы хотел бы отметить. В самом начале я был за Россию, когда мне было, блядь, сколько лет? 13. Я был за Путина, такой, Владимир Владимирович. Потом что-то потихонечку я начал смотреть какой-то другой контент, начал попадаться. В общем, я понял, что, блядь, не все так просто. И к 2019, 2020, 2021 воевать расхотелось. Понял, что, блядь, что как бы не Донбасс не чисто на инициативе, что где мы там взяли танки, что как бы Россия агрессор был в 2014 году, как ни крути. После мобилизации мой попутчик начал сходить с ума, в прямом смысле этих слов. В итоге он смог добиться того, чтобы его отправили на психиатрическое обследование.
Но врачи решили, что его расстройство не мешает ему взять винтовку и пойти убивать или умирать. Я выхожу с больницы с местной. Я понимаю, что у меня легкий диагноз. Я понимаю, что надо что-то делать. Я тупо начинаю себя резать. Я сделал себе порезы на венах, у меня остались шрамы. За всей этой историей мы как-то забыли, с чего начали. Вспомнили только спустя несколько часов в Макеевке. Получается, для уточнения диагноза, все вот это для лечения меня отправили в больницу. Это когда я лег в правильную больницу, это был какой-то там республиканский центр, куда как раз и отправляют всех военнослужащих. И тем не менее, было очень часто рядом с нами, от нас, были отлеты. Причем очень сильно рядом с нами. Бывало такое, что как будто бы через забор 100 метров и работает град, куда-то полетел. Меня это очень дико возмущало, потому что есть огромное пространство, есть поля, просто-напросто. Здесь лежат ваши сослуживцы, военнослужащие, которым вообще-то очень, некоторым особенно очень тяжело, особенно от резких взрывов. Парень с нами как раз лежал, который на взрывы очень сильно шарахался. И они просто-напросто от нас делают постоянные отлеты. Невероятные. Звук просто невероятный. Это когда артиллерия стреляет? От нас, да. То есть наши стреляют. И бывало такое, что они стреляют буквально град, разряжается буквально по звукам метрах в 100 от нас. Слава богу, никаких прилептов именно по дому не было. Хотя было пару раз, что ложилось где-то очень рядом. Прям очень рядом. Нас пару раз отводили в подвал. Все лежачие оставались где-то там наверху. Все, кто мог ходить, спускались в подвал и просто пережидали на всякий случай. Почему они так делали? Почему они решили стрелять именно возле психбольницы? Я не знаю. У меня нету информации. Я не думаю, что они специально или что-то такое. Возможно, просто только рядом с этой психбольницей есть возможность выехать. Возможно, и такое. Тем не менее, для меня это, в любом случае, это поступок, не очень. И вы мало того, что делаете им хуёво в их состоянии, так еще и вызываете, по сути, огонь на больницу. Есть знакомые военные, местные, которые бы поддерживали условно твою позицию? Да, есть. Это военные, которые сейчас воюют? Сейчас, да, находятся на передовой. И они поддерживают украинскую позицию. Почему они воюют? Они, потому что так вышло. Их просто призвали. Ты думаешь, почему они не могут сдаться или что-то такое? Сдаться нет, не могут. Во-первых, за это у них статья, либо сразу расстрел. Как говорят мои друзья. Именно. Кто эти люди? Студенты. Мобилизованные? Да. Им просто позвонили тогда, в тот день, когда началась мобилизация. Им, получается, просто звонят, говорят, приезжайте срочно, надо там что-то оформить с документами. Они приезжают, и потом им уже говорят, звоните своим родственникам, чтобы они привезли ваши вещи. И их сразу же, получается, через 2 дня отправили на передовую под Николаев. А сейчас студентов демобилизовали, твоих знакомых студентов? Некоторых, да. Но не все? Нет. Тут мобилизовали именно не только студентов, да, казалось бы, это студенты, это дети, по факту, это 2-й, 3-й курсы, что они могут там сделать? Также здесь мобилизовали просто людей, которые не приспособлены к войне. Не в плане, что держать оружие, там, воевать, а вообще у них очень большие проблемы со здоровьем. 18 февраля мобилизуют, получается так, ни чужого, ни человека. У него зрение минус 17, у него сколиоз и плоскостопие. Его забирают в снайперы. И говорят, знаешь что? Для снайпера не нужны очки, там прицел есть. 4 месяца мы не выходим с ним на связь. Получается, за 2 месяца ему заплатили 12 тысяч рублей. И еще сигареты привозили, какую-то там бегу. 4 месяца мы не уходим на связь. Мы его ищем, мы бегаем, все. Нам говорят, это не в наших полномочиях его искать. Хотите, делайте это сами.
Когда мы говорим, уже столько времени прошло, мы не можем с ним связаться, это ненормально. Говорит, у них нет телефона, мы не обязаны им давать. А получилось так, что он уже на тот момент 2 месяца лежал у них в морге. Просто не говорили. Списки были, но не говорили. То есть он, будучи абсолютно непригодным... Да, и будучи абсолютно проукраинским человеком. Ты думаешь, что он был проукраинским? Я знаю этого человека лично. И он погиб? Да. Просто так. Получается, за родину, которую он не любит. Его забрали с работы, он работал на заводе, пришли, его забрали, и все, прям с работы. Думаешь, много вообще людей таких в целом? Да, много. Есть люди, которые просто поддерживают нейтралитет, и их туда на убой. Есть люди, которые действительно поддерживают идею там, ДНР, Россия. Типа я не могу их осуждать, их тоже большинство, к сожалению или к счастью, но есть и проукраинские. Блядь, больно, сука, больно, блядь! Взяли прямо около дома. Кого хотят, того и берут. Вы понимаете, у них, видите ли, работа такая. Забирать в военкомат. Мобилизация действительно местная национальная трагедия. Людей хватали на улицах, бросали в автобусы, и вскоре после этого они оказывались на передовой. То есть просто людей буквально хватали на улицах? На улице, да. Кадров, я думаю, можно найти много. У меня их нет, но да, прям хватали на улице, подходили, говорили, документы проверяли, с машин останавливали. С машин останавливали, говорят, машину, документы берут, машину туда, ты в автобус. А там вот когда только началось, не было там очередей в военкоматы, не было там куча добровольцев, желающих, как обычно бывает? Куча возмущающихся скорее. Я, если честно, к военкомату просто-напросто не подходил, но с учетом начала мобилизации и с учетом того, что людей хватали на улицах, вряд ли было много добровольцев. Получается, прикол в чем? У нас тут те, кто хотел, как говорится, добровольцем пойти, они уже давно служат. Ага. То есть вот в чем прикол. А погребали тех, кто уже не хотел? Да, ну да, то есть кто не служил, не служит, вернее, просто призывной возраст у него, ну, и не служит. Даже более того, те, кто хотел, уже давно, уже даже успел перехотеть. Просто-напросто. Да, до 2022 года у нас не было обязаловки никакой, ни срочной службы, ничего. Даже срочной службы у вас не было? Не было срочной службы. Так как начало военных действий, срочная служба отменена. Только контракт на армию, сугубо добровольцы, контракт на армию. По факту это так и было. Ну, нужно было Россию к вам присоединить, а не наоборот, получается. Получается, раз не было срочки, значит, призвали людей в основном без опыта вообще, которые ничего никак с армией не связаны. Вообще ничего не было, да. Вообще, да, поэтому те, кто 20-летние пацаны, те, кто 20-25 лет, да, война 8 лет, поэтому, естественно, поколение успело подрасти, они не служили, срочной службы не было. Только были те, которые 2014-2015 год за идею. На самом деле, срочная служба появилась в Донецкой Народной Республике весной 2021 года. Призвать планировали аж 200 человек на полгода. Большинство молодых людей в ДНР опыта военной службы не имело. Мы военнослужащие 107-й стрелкового полка, 4-й батальон. 3-я, 2-я и 4-я роты, 204 человека. Отказываемся ехать на убой в ЛНР, совсем другую республику. Более 90% здесь вообще не воевали и не знали, что такое военное дело. Автомат Калашникова они увидели в первый раз, но нас бросили на передовую. Наше присоединение дало надежду на то, что закон существует. Однако, месяц, находясь субъектом Российской Федерации, мы не приблизились к решению основной проблемы. Не возвращены ошибочно мобилизованные студенты очной формы образования. Мобилизация дошла до того, что на предприятиях практически не осталось мужчин. Ну а с первых попаданий мобилизованных в плен стало понятно, что обеспечены они не лучшим образом. Чтоб ты понимала, я воплощение прошел в 2014 году абсолютно не за идею. То есть у нас было, знаешь что, как выжить. Было понятие только как выжить. Потому что в тот период люди получали пенсию, пенсии не было. Были какие-то там тысячные, там, знаешь, податки, там, ну, такое вот. Помимо того, что нас еще обстреливали, я не знаю, кто у нас хуярил. Я тебе говорю, потому что, знаешь, человек, по которому, даже можно сказать, прилетает, он не может сказать
откуда прилетают. Люди, понял, которых взяли сюда, понял, они не думали то, что они пойдут воевать. А когда их принудили туда идти воевать, и тем более, нахуй, блядь, неподготовленные, понял, они в своей жизни в руках автомата не держали, они даже не знают, что это такое, а их, нахуй, послали мясом. Я за это ненавижу Россию и ее правительство. Там же были моменты, когда, понял, пацанов вроде как подготавливали. Ну, я ж сам видел, понял, я ж знаю, как это все происходит. Их дали по 7 патронов, они, понял, отстреляли хуй знает куда. И что они? Теперь они, короче, подготовленные, это нихуя. Ты же сам понимаешь, о чем я. Вы отказались воевать, что вам сказали? Нас привезли на полковой штаб, разоружили, мозги полоскали, наказание, говорит, вот, перевели в другой батальон. И, говорит, идите вот на передок и воюйте без оружия. Без оружия. Не, вообще, в принципе, знаешь что? По сути, я не поддерживаю наступление на Украину. Я тебе скажу честно, я такого не хотел. Давай так, вот февраль. Начинается, вот как ты попал в... Я работал, я сам пошел. Я, честно сказать, я тебе сам пошел. Я от них не скрывался, я не думал, что такая хуйня будет. Я не думал, что будут хуярить людей с градами, нахуй, блядь, смерчами, блядь, артиллерией, блядь. Я не хотел гибели тех людей, которые там жили. Никогда. Я хотел, чтобы люди, которые, если хотят с нами быть, пускай с нами будут. А те, которые не хотят, пускай уйдут. Только я этого хотел. И все. Только этого. Но чтобы, вот так, знаешь, убивать людей и хуярить их градами, смерчами, блядь, и так далее, я за это никогда не подпишусь, потому что это фашизм. Это фашизм. Это фашизм. А как еще сказать? Это фашизм. После обсуждения мобилизации мы возвращаемся к обсуждению обстрелов. Получается, после 24 февраля гораздо хуже стало, правильно? По Донецку можно было передвигаться спокойно. Центр города, окраине, вообще спокойно. А теперь все хуже, да? А сейчас, да. Я не знаю, как вот именно последнее время, но те разы, когда я выезжал в Донецк после 24 февраля, постоянно бух. Это война, она... Жертвы будут и с той, и с другой стороны, это понятно. Жестокость никто никогда не отменял. Когда кричат о том, что вот, на Украине там звери конченые, я соглашусь с тем, что да, звери конченые. Но а с нашей стороны, если там их 10, грубо говоря, скажем, да, у нас что, нету ни одного? Я не поверю. Действительно, с началом спецоперации для многих стало шокирующим отношение сторон к военнопленным. Всегда я был большим гуманистом и говорил, что как только человек пораненный, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не люди. И поверьте, все врачи, которые всю жизнь спасали пациентов, русские тут будут умирать в большом количестве. Те, кто идет, будет вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали Сталинград. И все они будут привлечены к ответственности, Геннадий, да? Давайте... Конечно, вслед за такими заявлениями шли опровержения и извинения, но маховик насилия раскручивался в невероятных темпах. Обе стороны уничтожали пленных друг друга. Вот, например, пост из телеграм-канала бойца, который на тот момент воевал в Украине. Я же говорил, что вас будут кастрировать. Уже под десяток таких роликов я созерцал по разрешению операторов. Такие видео обычно публикуются спустя 1-2 года после событий, чтобы исполнителя было сложнее вычислить военным надзирающим структурам. Почему данное видео намеренно опубликовано? Ответ очевиден. Дети проституток, которых нынче принято звать хохлами, очень часто запытывают наших бойцов. Причем зачастую бойцов, которые не могут владеть какой-либо информацией, которую было бы целесообразно добывать пытками. Они делают это из садизма, нередко фиксируют преступления на камеру. Так вот, украинские бляди, знайте, что головы ваших сынов уже украшают заборы некоторых домов на освобожденных территориях. Их гениталии жрут бродячие собаки, а их сушеные уши уже украшают дембельские альбомы русских солдат. Запомните, животные, за каждую каплю русской крови вам придется захлебнуться собственной кровью. Кровью ваших сынов, мужей, отцов и братьев.
Заранее отвечаю, каждой скулящей собаке, которая будет скорбеть по кастрированной свинье и блеять о том, что русский солдат – это символ добра, нежности и прочей хуйни. Русский солдат – это жестокое, холоднокровное и эффективное оружие уничтожения и устрашения любого явления, которое осмелилось угрожать русскому народу. А нежность и вежливость оставьте телевизионным пропагандонам и старухам, которые являются аудиторией этих пропагандонов. Да, смерть! Слава России! Позже подоспел и официальный комментарий подразделения, в котором этот боец воюет. В связи с бурным обсуждением видео, на котором неизвестные в камуфляже ВСУ, но с шевронами Z, отрезают гениталии неизвестному в камуфляже ВСУ и с опознавательными знаками ВСУ, мы вынуждены дать свой комментарий данной ситуации. В настоящий момент Россия ведет войну против всего мира. Войну не за интерес политической элиты, обладание природными ресурсами или жизненным пространством. Россия ведет войну против всего мира за право существования, за право иметь собственную волю, за жизнь собственного народа. Эту священную войну Россия ведет руками русского солдата. Прямо сейчас, в настоящую секунду, тысячи молодых русских мужчин, находясь в ратных тяготах, рискуя своими жизнями, добывают будущее нашей страны. И если один из этих мужчин принял решение наказать путем кастрации бойца ВСУ, значит, у него были на то чертовски веские причины. Конечно, и тут пошли оправдания официальной пропаганды. Мол, во-первых, кастрировали непонятно кто, во-вторых, это точно не наши бойцы, в-третьих, кастрированный сам виноват. Впрочем, обоюдное насилие над военнопленными на Донбассе уже давно не новинка. За это? Сожрать его жри, сука! Жри, тварь! А что ты трясешься? Холодно. Холодно? Да я сидел на нем верхом. И ты узнаешь, что такое настоящий ад. Ад! Завязывайте им глаза. Плохие печально, вы попали в ад! И это то, как они себя ведут под камерами федеральных телеканалов. Страшно представить, что происходит, когда камеры выключаются. Вот вас обвиняют в убийстве от киборга Игоря Броновицкого. То есть это как... Вообще, что меня обвиняют, веришь? Нет, я 15 пленных расстрелял. Я вообще без комментариев, хочу убиваю, хочу нет. Толстых Михаил Сергеевич, да? Позывной Гиви. Гиви, да? Позывной Гиви его был, да? Павлов Арсен Сергеевич. Вы знаете, что позывной у него был. Какой, дети? Какой, кто? Моторола, правильно. Из листа наградного. Люди устали. Люди уже даже не устали, люди заебались. Когда началась спецоперация, мы очень сильно надеялись, что все, наконец-то можно будет выдохнуть. Но стало только хуже. Это факт. И мы надеемся на то, что уже что-нибудь уже решится. Люди хотят мира и покоя. Вот чего люди хотят. Люди не хотят крови. Наконец, мы добрались до Донецка. И тут я понял, что ехать сначала в Мариуполь, а потом в Донецк было ошибкой. Въезжаем вообще, кстати, я хочу сказать, по сравнению с Мариуполем, вообще как будто... У нас нет настолько массированных ракетных обстрелов. То есть до такой степени, чтобы прям разносили город, бьют в основном по районам. Естественно, во-первых, после 24 февраля обстрелы именно города появились, именно прям центров каких-то, детских площадок, вот это вот, да, они появились. Но они не каждый день и даже не раз в неделю. Опять же, я хочу подчеркнуть, что если бы у нас не было такого хорошего, пиздатого ПВО, разносило бы города уже в небо. А он не согласен с этим. По поводу этого. Просто я как раз в военкомате, когда был, когда начались сначала обстрелы Киева, в военкомате многие такие: да это, блядь, ПВО сбило какое, они не целились в дом. Вот если бы эти пидорасы ракету не трогали, она бы упала бы на военный объект, и все. Когда потом, будучи в военкомате, упала ебаная ракета где-то рядом с нами, в центре города она упала, сработала ПВО, 2 точки УКС было. Все возмущались, ебаные украинцы. Ну это такое, знаешь, забавно немножко, ну типа, а может быть все-таки тут тоже как-то, типа, если бы ее не трогали, она бы упала на военный объект. Да какая разница? Большая.
Ты говоришь, если бы не сбила ПВО, Да, было бы хуже. Ты видел когда-нибудь, как склады взрываются с боеприпасами? Видел? Видел, и что, каждый день по складам бьют? Если склады взрываются, у тебя не должно возникнуть вопросов? У нас что, блядь, полей мало, чтобы это Я тебе прикол расскажу. Почти под каждой военной частью есть подвал, который полностью набитый, блядь, боеприпасами. Да, но я еще раз говорю. А где их хранить? В сумках носить, что ли, с собой? Так ты же должен как-то планировать, как-то строить склад. Как Вот. в поле его Да, строить? Да, чтобы его можно было легко разъебать. А чем его легко разъебать? Какая тебе разница, куда стрелять? Рядом с жилыми домами склад или рядом, или в поле? Действительно, обе стороны, когда их ракеты попадали по гражданским объектам, любили пенять на работу вражеской ПВО. Мы, мол, прицелились по военным, а они, мерзавцы, ракету сбили. Так что в смертях мирных жителей виноваты те, кто сбил нашу ракету. Украинская противовоздушная оборона, вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву, расположилась в жилых кварталах, и именно это послужило причиной того, что эта ракета система противовоздушной обороны в итоге стала причиной попадания в этот дом. Я не хочу, чтобы сюда Украина возвращалась, приходила. Ну, не хочу. Потому что, я понимаю, будет мало того, что такая чистка, это вот просто, мне кажется, что будут приезжать, забирать людей ночью, как это было при Брежневе, или при ком там было. Людей приехали, забрали, и все, и они больше никогда не вернулись никуда. И все. Меня тоже этот вопрос беспокоит, несмотря на то, что, я считаю, Россию агрессором и все такое. Я рассматриваю, зайдет Украина не с точки зрения хочу, не хочу, я рассматриваю с точки зрения пу-пу-пу, по фронтам что-то не очень. Если здесь будут активные боевые действия, это будет, конечно же, очень хуево. Допустим, рассматриваем вариант, почему-то войска России уходят, неважно, сами, не сами, заходит армия Украины. Конечно, это не тот вопрос, который, наверное, должен стоять на повестке дня, но лично меня интересует вопрос реинтеграции. Мне действительно хотелось бы узнать. Опять-таки, я не думаю, что будут грандиозные чистки, потому что слишком много людей во всем замешаны. Хочу, не хочу, а что лучше? Придет Украина, сделает условные чистки, которые будут длиться месяц, два, три, и дальше будем как-то жить. Или, блядь, будет вот эта вот война ебаная. Людей, блядь, пацанов, мужиков выдергивает. Особенно 24 февраля. То, что творилось, то, что рассказывают, то, что было, это реальный был геноцид. Понимаешь? Авдеевку просто истории были. Начинается война, 2 дня артиллерия отработала, колонну посылают. 30% от колонны назад. И так несколько раз. Пару дней артиллерия работает. Командир говорит, все, можно идти штурмовать, и, блядь, 9 месяцев штурмуют. Это разве не геноцид? То есть, стоит ли, да, это неприятно, что Украина придет, кого-то посадит, кого-то запытает. Это очень неприятно. Я просто рассматриваю с точки зрения, блядь, не погибнет ли от Украины, условно, если она придет, меньше людей, чем то, что вытворяли с мобилизованными, тем, сейчас чуть-чуть поменьше, но до сих пор, особенно в начале войны, с мобиками донбасскими, как их кидали просто необученных. Но даже сторонница ДНР видит и негативные черты этой власти. Что у них завтра будет в голове? И кому жаловаться? Закона нет. Да. Я про это уже говорила, про закон. Тут закон у того, у кого силы больше. Тут как в 90-х ездишь. Не прям силы, да. У кого больше влиятельных знакомых. И все. А поскольку мы приехали в Донецк, теперь я мог спросить у местных жителей волнующие меня вопросы. У нас же мобилизацию объявили 22-го, как раз когда вот эти были... Путин признал, в общем, ДНР и ЛНР. И тогда уже была мобилизация, и тогда было ощущение, что вот что-то начнется. Но у меня, в общем-то, у друга, подруга, у нее отец работает в МГБ. И он, в общем, такую фразу произнес. Скоро либо мы, либо нас. 14-15 год – это...
Ну, в районе у нас было, как бы, прилетов особо не было. Вот единственная дружба, не дружба, а просто дворец культуры рядом. Туда попадало, у нас туда стекла под ветер повылетали. А так, в целом, ну, слышны были обстрелы и прочее, но особо за жизнь страшно не было. Дальше, ну, просто ощущалось, как живешь в банановой республике, войны не чувствуется. То есть война, наверное, чувствовалась где-то в Киевском районе, разве что так. А в целом ни центр, ничего такого бомбежкам не подвергалось. Ну, я вообще не понимал, как боевые действия происходят, и меня напрягало то, что как-то эти ополченцы, они к ставку подъезжают, там стреляют в сторону Украины и уезжают оттуда, а потом в наш поселок прилетает. Мне это как-то не очень-таки нравилось. Вот, как-то думал, ну, может, они чуть подальше, что ли, заедут. Ну, как-то ночью не очень приятно снаряды слышать. Вообще, обстрелы из жилого массива волновали местных довольно часто. Вот, например, такой вопрос задают казакам на митинге в Первомайске. Я не знаю, я хотел бы увидеть этого умника или умницу, извините меня за такое слово. Кто написал? Как можно размещать орудия возле домов? Вы воюете за спинами населения. Поднимите, пожалуйста, руку, кто это написал. Я хочу глянуть в лицо этому человеку, мужчине или женщине. Пожалуйста, поднимите руку. Или выйдите сюда на сцену, чтобы на вас все посмотрели. Если мы станем где-то там, они будут здесь. Они не посмотрят на вас, что вы здесь стоите. И если так надо, мы будем стоять. В любой квартире, в любом доме. Это все делается только для того, чтобы защитить именно вас. Именно вас. А тот человек, который написал, как можно? Да вот так можно. Можно было бы расстрелять, чтобы другим неповадно было. А вот протест против подобных действий происходит в Донецке. Обращение, чтобы убрали технику с поселка, чтобы не стреляли из жилых массивов, потому что из-за них рушатся наши дома. Нужно либо отгонять эти войска украинские, либо прекратить вообще это все. Если нет сил, уходить. Уходить просто-просто, уберите оставить людей в покое, не делать заложниками. Этажом выше работает сейчас АГС, это автоматический гранатомет в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. Послушайте, я вижу совершенно удивительную вещь. Мне кажется, одна из жительниц этого дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Жить здесь не боитесь? Нет, не боюсь. АГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит ответка. Ствол еще... О, да. Ствол еще теплый. Ну вот слышите этот грохот. Обрабатывают периметр вокруг нашего здания. Не знаю, уж попадут в крышу, не попадут. Но это работает сейчас град. У тебя есть какое-то вот представление идеально, как война должна закончиться? Скажу честно, мне плевать, кто заберет эту территорию. Я хочу, чтобы моя жизнь была хорошей. Мне кажется, стоит просто Зеленскому, Путину сесть за стол переговоров и какой-то договор подписать, чтобы уже определились с территорией, определились с законами, ну и тому подобное. Ты вот человек взглядов, которые тут, наверное, не очень много таких людей проукраинских взглядов. У тебя среди знакомых есть вообще ребята таких же взглядов, как ты, вот тоже, которые условно проукраинские? Да, я, кстати, даже не сказал, что их прям совсем немного. Просто, сейчас, конечно, уже в основе все поуезжали таких взглядов, поэтому, наверное, остались только пророссийские в основе тут. Но тогда достаточно было. Вот у меня один из лучших друзей, он в 2020 году уехал в Киев, он тоже, как и я, с 2014 года, проукраинский и все дела. Есть еще один знакомый, хватает их, но есть еще такая прослойка людей, они, можно так сказать, аполитичные, в плане том, что они просто не озвучивают своих взглядов. То есть они могут что угодно поддерживать, но они просто не озвучивают своих взглядов, и таких на самом деле очень много. То есть они не пророссийские, не проукраинские, или просто молчат? Просто непонятно, каких они взглядов, просто потому что они либо боятся, либо не хотят их озвучивать. Как бы хотел это освобождение Донецкой и всей украинской территории. И Крыма? Крым, мне, честно говоря, в зависимости от количества жертв. То есть Крым, я понимаю, что там действительно, на самом деле, большая прослойка пророссийского населения.
Там в основе проукраинские все же крымские татары только. Поэтому Крым меня не особо волнует. Но вот Донбасса, ну и Луганска в том числе, хотелось бы освобождения. Это если как я хочу. Как я думаю, ну сейчас сложно судить. Конечно, я уверен в освобождении всей территории, кроме Донецка, Луганска, соответственно, и Крыма. Потому что, короче, до возвращения до границ 24 февраля я уверен 100%. С остальным уже, ну, скажем так, я бы на это не поставил деньги. Отношения между родителями и детьми также трудны и столь же драматичны, как отношения между любящими. Андре Маруа. В конце концов, мы добрались до девушки с очень необычной историей. В местных СМИ ее называли не иначе, как «гражданка Б». Прокуратура установила, что в период времени с 22 января 2021 по 21 марта 2022 гражданка Б регулярно публиковала видеоролики с текстовыми материалами, в которых публично призывала к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности Донецкой Народной Республики, разжиганию расовой, национальной и социальной розни, осуществляя пропаганду исключительности и превосходства граждан по признаку национальной принадлежности. Сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры ДНР. Ты родилась в Донецке, Да. и ты прожила тут большую часть, всю жизнь? Да. Ну как, мы переезжали с городов, получается, но вообще да. Здесь. И все время с 2014 года была условно Да. украинской. Да. В 2014 году начинается война. И что, вот как ты это чувствуешь? Что происходит, когда помнишь? начинается? Конечно, я помню. Слушай, когда у нас начались именно обстрелы в 2014 году, у нас весь наш дом, получается, спустили в подвал. И мы были там 2 недели. Поэтому... В смысле, пришли люди и сказали... Пришли люди и сказали то, что нужно прятаться в бомбоубежище. Помнишь 24 февраля? Да, Что конечно. ты испытывала тогда? Мне звонит сестра и говорит то, что их обстреливают. Сестра из Киева. Да. Но мне, конечно, стало обидно. Это был как раз моменты, когда я начинала только записывать свои ролики. Я просто высказала свое мнение. То, что этого не должно быть, это братоубийство. Давай о роликах. Ты, получается, находясь в Донецке, в ДНР, Да. записывала ролики в ТикТок, которые были яро проукраинские. Ну, можно, да, так сказать. Ты не боялась, как тебя... Да, нет. Ну, то есть, есть понимание, что, возможно, вот подвал, возможно, тебя закроют, а что, сидеть и ничего не делать? Там люди, там мои друзья, мои родственники все умирают. Они могут спокойно сказать, что вот у нас это происходит, почему мы должны молчать? Ты записываешь ролики, и через какое время к тебе приходят в первый раз? В первый раз ко мне пришли даже не с органов. Это просто были какие-то люди, которые опрашивали моих соседей на мою старую квартиру, которую я сдаю. Это было, получается, еще в начале марта. А уже 21 или 22 числа на меня уже завели дело. У меня там более 100 видео уже было на тот момент. И после того, как они ко мне пришли, меня уже забрали, опрашивали меня 8 часов. Уже после этого я опять продолжила снимать. Мне позвонили, сказали, типа, выходи, мы с тобой просто поговорим. Я уже такая, ага, я пошла, я даю сестре ключи младшей от квартиры. Я говорю, так, все, давай, я пошла. Я такая к ним, типа, я вернусь вообще домой сегодня, потому что я понимаю, что, возможно, я не вернусь. И мне говорят, мы посмотрим, смотря как ты будешь с нами общаться. Да, и меня просто, там мужчина такой был, не тот, который из прокуратуры, получается, не следак, а другой мужчина такой в форме, короче, он меня просто такой берет и в машину, бах, садись. И все, и мы все это время едем, и он, получается, говорит, какая я тупая и так далее. Так мы все время едем. И уже там 8 часов меня допрашивают, мы сидим, там они печатают, перепечатывают. И, первый допрос, в часов тебя отпускают. Да, меня отпускают и говорят на следующий день приехать, привезти какие-то там документы им, где я там обучалась и так далее. Я привожу эти документы. Мне говорят, тебе отдадут телефоны, все будет в порядке. Конечно, мне ничего не отдают, говорят, через неделю. И вот так вот я ездила каждую неделю за телефоном. Тебе говорили, в чем тебя обвиняют? На тот момент, да, сразу. В чем? 325-я, часть 1, экстремист и подрыв целостности территории ДНР. Но тебя пока что никак не ограничивали на тот момент? Нет. Просто... Мне дали подписку. Сразу. Дали подписку. Сразу подписку. И сказали, чтобы я ничего толком не рассказывала. И я сразу же это все сделала наоборот.
Тебе нельзя даже выехать сейчас в Россию или Нет. в ЛНР? Нет. Только ДНР. Только ДНР? Да. Ну, в Мариуполь зато можно съездить. получается. Нет. Нельзя, только ДНР? Нет. Да. Донецк, Макеевка. И так как я какое-то время проживала в городе Снежная, это 3 города, где я могу перемещаться. И то, если меня останавливают на блокпосте, я должна звонить в прокуратуру и сказать, типа, куда я собираюсь ехать, и они должны дать разрешение, чтобы я выехала. Понимаешь, что тебя повезли, получается, сотрудники, и все они явно строго противоположная тебе позиция. Да. Как они в целом вот к тебе? Ну, вот ты говоришь, что... В целом, сначала было именно такой момент. У тебя отец служил. У тебя отец там был командиром разведки, у тебя отец... И я такая говорю, да. А кто у тебя отец был? Батальон, получается, Восток, Макеевская рота, Монах. Там командир разведки был. То есть он какой-то известный местный... Да, там даже, чтобы понимал, там за его убийство, за его голову там что-то было, он был на миротворце у меня, ну, все как положено. Где-то тебе как раз помогло более-менее нормально пережить этот опыт? Нет? Нет. Ты не думаешь? Нет. Не было какого-то такого, что типа, вот мы уважаем твоего отца, поэтому тебе будем... Было такое именно, мы уважаем твоего отца, поэтому мы должны тебя на путь истины. Да, вот именно было такое. Отец нашей героини действительно фигура в ДНР известная. За взводом взвод уходит в темноту. И Новороссия мы снова на посту. Когда здесь начался формироваться именно Макеевская рота, батальон «Восток», я пришел сюда. Во-первых, это мой город. Я здесь живу, я здесь родился. И живу я уже здесь почти 39 лет. За мной моя семья. Моя мать, моя сестра, мои близкие, друзья. То есть моя родня. И так же самое, это моя земля. Я здесь живу, я здесь родился. И поэтому я здесь. Не все же люди пошли в ополчение. Почему так, на твой взгляд, происходит? Может, для кого-то еще не настало тут, думает, а может принесет. А куда приносить, если мы только вот сами приехали с боевых, мы, как говорится, видели это все своими глазами. Говорят, что там у них готовится какая-то масштабная операция, там, на конец августа вроде бы. Ну, пускай готовят, мы их ждем, мы их встретим. Хлеб, соль найдем. Ковровую дорожку постелим. Не, были поблажки насчет того, что я девушка, именно по допросам были поэтому поблажки. Меня просто закрывали, сиди с миром. Ты думаешь, что если бы ты была... Да. Да. Не вы применили физическую силу? Слушай, на момент, когда меня уже забрали, получается, второй раз именно приехали сначала с обыском, и именно забрали меня, мою младшую сестру, и на тот момент был мой парень. И к нему было немножко погрубее отношение. Если он ничего не делал? Хотя нет. Почему ты не уехала сразу же? Зачем? У меня здесь семья. Чтобы быть безопасной? Мне, так сказать, ясно дали понять, что у меня здесь семья. Сразу же. Что ты под этим имеешь в виду? То я имею в виду. Когда приходишь вот так вот на допрос с тобой разговаривать, говорят, ну ты же понимаешь, что у тебя здесь семья, и ты что ты должна говорить, и как ты себя должна вести. И таким образом как бы намекали на какую-то угрозу. Ну, как ты думаешь, как это можно понять? Вот как бы ты это понял? Ты сидишь в прокуратуре, да, тебя допрашивают и говорят, у тебя здесь семья, подумай, что ты говоришь? Что ты, твое первое мнение? О чем ты подумаешь? Да, я именно об этом и подумал. Да, и это именно тот момент. Честно, мне было пофиг, когда меня допрашивали. Вот мне что там говорили, я сидела там, смеялась, и мне говорили, тебе очень смешно. Я говорю, да, мне смешно. Мне было, реально пофиг. До момента, пока действительно они не приехали домой до моей бабушки, там была мать на тот момент, мой дедушка, и они там не начали пугать. Вот сейчас мы возьмем, и мы там увезем ее туда-то, туда-то. Вот именно до этого момента все было спокойно. Мне было пофиг. Получается, ДНР стала частью России. Да. И в ДНР сейчас действует Уголовный кодекс Российской Федерации. Вот. У меня был такой, вопрос, получается, к моему прокурору. Когда, получается, ко мне приезжал человек из МГБ, не будем называть его имя, он мне сказал, в момент, когда... Объясним, что Уголовный кодекс Российской Федерации, в нем нет, разумеется, статьи, по которой тебя судят. Получается, сейчас, в данный момент, ты проходишь по несуществующей статье. Да. Получается так. Смотри, и говорил, когда мы присоединимся к России, твое дело должно просто уйти. Потому что нет таких законов, и в России тебя не могут осуждать за то, что ты там против ДНР что-то говорила. Ну, все остается так. Я жду суда. Что с тобой будет, если вот все по худшему варианту пойдет? 6 лет.
От 4 до 6 лет. Это потому, что сначала вот проверяли же, не скидываю ли я там деньги, карты и так далее. Потому что сначала говорит, там, типа, 15, 20, там, шпионаж, терроризм. Я такая, хорошо. Я говорю, проверяйте, пожалуйста. У меня, типа, вот то, что я делала, я скажу, да, вот я снимала, да, я писала, я это делала. Типа, то, что я не делала, да мне пофиг, хоть бей меня, я ничего не скажу. Типа, зачем? И они это все проверили. Говорят, ну, тогда, если ты не будешь с нами сотрудничать, от 4 до 6. Поэтому ты сотрудничал с ними? Как сотрудничала, просто все рассказывала. Все, что, ну, именно касается меня. То, что касается посторонних людей, ну, типа, зачем? У тебя был адвокат? Нет. Почему? Мне сказали написать отказ, я написала отказ. Почему? Потому что мне сказали, это усугубит мое положение. Тебе сказали, что наличие адвоката усугубит твое положение? Да. Да, забавно, правда. То, что я должна сама защищать себя в суде. Что ты записала, вот ты вот сидишь в этих условных, ну, не на подвале ты сидела, ты, получается, сидела Нет. в прокуратуре, на допросах, ты понимаешь, что, возможно, тебе придется сесть в тюрьму. Ну. Ты жалела о том, что ты делала? Нет. Я и там это говорила, что я не жалею. Типа, ну, зачем? Смысл? Почему? Ну, это единственное, что я могла сделать здесь. Ну, то есть, я не считаю, что я сделала что-то плохое. Мне даже написали это уже, когда передавали дело в суд, то, что я косвенно принимаю свою, типа, статью. Потому что я говорила то, что я считаю то, что мой город — это город Украины. Я считаю то, что я украинка со своим гражданством, и мне пофиг то, что это ДНР. Я считаю себя украинкой, я родилась украинкой, и я проживала в этом городе, когда родилась. Типа. Мы с тобой сейчас говорим на русском языке. Ты обычно говоришь на русском? Да, у нас все говорят на русском. До 6 класса я говорила на украинском, потом, получается, переезд, и все, русскоязычная школа, все полностью. Считаешь, можно быть украинкой и говорить на русском языке? Конечно. Мария, давай еще раз остановимся на 24 февраля. У тебя есть объяснение, почему это произошло? Смотри, 14-й год, да, вот это все происходит, это должно было к чему-то привести. Правильно? Они же, не могли просто так это все оставить. Ни той стороне это просто невыгодно. Но это лично мое мнение. Поэтому к этому и пришло. То есть это какая-то попытка закончить это все? Да. С двух сторон причем. Ты считаешь, что в войне виноваты обе стороны? Конечно. Не может быть виновата одна только сторона. Как ты относишься к Зеленскому? Это нормально. Прикольный комик. 95-й все детство просмотрела. Вот, по-моему, ты в 2019 году не следила за выборами президента Украины? Следила, конечно. И как ты вот? Дебаты шикарные. А мне известно, сколько раз вы разговаривали с господином Путиным, или как его там? По телефону. Через Медведчука или напрямую. Начиная с 2014 года. Далее. Я не был в России с начала войны. И это ложь. Опять. Топила за кого? За Ну, почему я буду топить за Порошенко? Мне кажется, здесь, вот у нас, да, вот Донецк, Макеевка, вообще никто за Порошенко не будет топить. Ну, серьезно. Я там понимаю, что это все-таки были вырезки. Я смотрела полные выпуски, что он говорил. Но никто не будет топить за него. Речь идет про это выступление Петра Порошенко. Вы наверняка видели отрывок из него. У нас дети пойдут в школу и детские садики. У них они будут сидеть в подвалах, потому что они ничего не умеют делать. Но и как во многом другом, здесь очень важен контекст. Эту войну оружием выиграть невозможно. Каждая пуля порождает двоих врагов. И каждый день мира, когда украинское государство демонстрирует на освобожденных территориях, что граждане, которые еще месяц назад пели осанно псевдосепаратическому режиму, сегодня они понимают, что они получают тепло, у них есть свет. Они наконец-то могут отвезти детей в школу. Они начинают получать пенсии, выплаты на потерю кормильца, по инвалидности. Они получают работу. Они получают зарплату. А с той стороны женщина, доцент Луганского университета имени Тараса Шевченко, с которой я виделся еще 4 года назад, звонит мне. Я говорю, ну как ваш день проходит? Говорит, встаю в 5 утра. Потому что это единственная возможность встать в очередь, чтобы простоять и взять 2 банки воды. Потому что воды нет.
Возвращаюсь в 10 после очереди, оставляю их дома и бегу в очередь за хлебом. 1,5 буханки хлеба. Потому что до 12 часу хлеба уже не будет. Возвращаюсь оттуда и из дома больше не выхожу, потому что после 2 на улицу выходят эти с оружием и могут расстрелять на улице кого угодно. Уважаемые одесситы, это то, от чего мы с вами избавились. Благодаря вашей мудрости, благодаря вашей сплоченности. И благодаря, сейчас мы уже убеждены в вашей проукраинскости. У нас душа радовалась, когда у меня в последний день была встреча с делегацией ОБСЕ. Когда, вернувшись с Одессы, сделали выводы, что Одесса — это город гармонии, город спокойствия. Больше комплимент Одессе сделать было невозможно. Я был очень рад. Одесситы, спасибо вам за мудрость. И миром мы все победим. Потому что у нас работа будет, у них нет. У нас пенсии будут, у них нет. У нас опека над детьми и пенсионерами будет, у них нет. У нас дети пойдут в школу и детские садики. У них они будут сидеть в подвалах, потому что они ничего не умеют делать. Итак, и именно так мы выиграем эту войну. Потому что война и победа в голове, а не на полях сражений. Они этого не понимают. Я это понимаю. И у меня есть ваша поддержка. И я в ней очень нуждаюсь для нашей победы. Ты не ощущаешь себя какой-то неправильной дончанкой из-за того, что ты не... Я всегда считаю себя поэтому правильной дончанкой. Потому что я за свою страну. За Украину? Ну, конечно. Ну, как можно родиться в своей стране, да, и не любить ее? Как ее можно предать? За гуманитарку, которую нам давали, вот это там 2 пачки гречки, килограмм сахара, да? И за эту гуманитарку, ты знаешь, сколько там надо было в очереди стоять? Записываться месяцами наперед, чтобы получить какую-то гуманитарку. Просто людям, пенсионерам, многодетным. У меня сестра многодетная. Она получила 2 гуманитарки за все это время. За все эти почти 9 лет. Как ты относишься к людям, которые поддерживают пересчет ДНР? Именно которые поддерживают ДНР? Ну, нормально. Я больше, честно, я больше уважаю людей, которые поддерживают ДНР, чем которые поддерживают именно Россию здесь. А это разные люди? Конечно, ДНР, да. В чем речь? У нас люди, смотри, есть проукраинские, есть пророссийские, есть люди, которые именно за ДНР, за Донбасс, да? Есть люди, которые просто, типа, моя хата с края, ничего не знаю. Люди нейтралитет. Они совершенно разделяются. То есть люди Украины хотят, мы вот должны быть единой страной, мы должны быть единой Украиной. Люди ДНР, мы хотим быть отдельным государством, потому что мы можем, мы свободны, мы так думаем. Россия – нет. Мы за Россию, мы за Путина, мы будем думать как русские, у нас все будет хорошо, только если придет Россия. Вот так. Ну, то есть тебе более понятна позиция тех, кто за ДНР, чем тех, кто за Россию? Да. Ты бы, если пришлось выбирать между независимостью ДНР и вхождением в состав России, ты бы выбрал независимость ДНР? Конечно, да. Вообще, как ты думаешь, почему так вышло, что значительное количество людей из твоего города поддерживает или ДНР, или Россию? А здесь, скорее всего, уже заходит за 2014 год, потому что когда там Минские соглашения там были, да, украинское ТВ, украинские дороги, должно было это все быть открыто, гуманитарки также, но этого ничего не было. Просто ничего. Нет, у нас стояли, как бы, вот они, продукты из гуманитарки, которые мы могли увидеть, только если в интернете мы посмотрим, где-то найдем, что это действительно гуманитарка, которая отправлялась нам. Она у нас просто стояла, знаешь, на полках магазина. Как и сейчас, да. Ты хочешь сказать, что ее продавали? У нас и русскую сейчас продают, о чем ты? То есть люди отправляют гуманитарную помощь? Люди отправляют гуманитарную помощь, и что тогда, что сейчас ее продают. А в аптеках? Зайди в наши аптеки. Тебе там украинских препаратов достанут с-под прилавка больше, чем российских или каких-либо еще. Это с гуманитарки? Конечно, большинство, да. Как ты думаешь, откуда могут быть вот вся эта продукция, которая на момент 16-х, 15-х, да, вот этих вот годов, вот начиная с 14-го, Украина нам ничего не предоставляет именно как страна, да, вот именно продукция. Были только гуманитарки, там Красный Крест и так далее.
Это в открытом доступе в интернете, это может посмотреть каждый. Но не каждый просто хочет это делать. Действительно, таких фактов было настолько много, что даже на пророссийское телевидение они попадали. В конце декабря сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Донецкой Народной Республики получили информацию о том, что в одной из торговых сетей Донецка наряду с обычными консервами продаются и аналогичные тем, что завозятся в республику в качестве гуманитарной помощи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли в указанном магазине более 200 банок таких консервов. Сегодня стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко отстранил от своих обязанностей мэра Новоазовска. И связано это с тем, что он причастен к расхищению гуманитарной помощи. Вот сейчас вот идет следствие. Давайте послушаем комментарий. На сегодняшний момент проводятся следственные действия, следственные мероприятия. Часть уже похищенного изъята, нашли. Ну и с этим связаны были некоторые кадровые перестановки в руководстве. Я перед этим уже сказал. А тут чиновник ДНР выдвигает претензии своим коллегам, что они мало того, что взяли деньги за гуманитарную помощь, так они ее еще и не раздали. Почему вами не роздана селитра? Почему не роздан карбамид, который люди выкупили у вас, хотя это гуманитарная помощь? Почему вы ее не раздали? Кто-то греет карман, а мы с этим просто вообще ни с чем. В сеть магазинов «Народный» поступило подсолнечное масло из последней белой колонны, которая приходила туда. Видно, что разбито. Что с ним? Все разбито полностью. Все побили у нас полностью. Садик. Вот дитё мое в садик не ходит. Потому что садика нет. По документам он сделанный, а никто ничего не делает. В смысле по документам сделано? По документам написано, что садик у нас сделанный. Это после того, как разрушили? Да. Так, а деньги куда? А деньги куда? Куда? Это гуманитарка где? Вот все. А где она? Вы мне скажите, я не знаю. Я не знаю сама, где она. Приходит, но мы ее не получаем. С России вот приезжают грузовики когда, да? Мне потом убьют после этих слов, да? Да ладно. Ну что, все как обычно. Детки не платят, дитю не помогают, работы нет, продукты бешеные. А вы год назад ходили на референдум? Ходила. А вот не жалеете, что ходили тогда? Это мое мнение, я с ним как-то разберусь сама. Не хотите озвучивать? Я не хочу это, озвучивать. Помимо такой банальной вещи, как воровство, местные чиновники активно занимались переклеиванием наклеек. О пенсии остальное говорили, будут выплачиваться, не знаете? Надеемся, что будут. Ждем, конечно. Хочется, чтобы выплачивали. Чтобы не стоять вот это вот за хлебом. Хорошо, ну все даже. А можно спросить, откуда гуманитарка берется? С России привозят. А вы работник, сотрудник Донецкой Народной Республики? Волонтер. Волонтер, да. So when you ask... Когда вы здесь спрашиваете у людей, которые раздают гуманитарную помощь, откуда она поступила, большинство из них отвечает, что это либо из России, либо от ополченцев. Но когда вы попадаете на склад, можно увидеть, что большинство гуманитарной помощи является международной. Я знаю, что виноваты две стороны. Просто смотри. У меня был такой момент, когда вот я говорила своему другу, который служит, да, он служит там на мотеле, но это не важно. И он такой говорит, вот, нас обстреливает только Украина, все, я говорю, не может быть такого, что только она. Ты же понимаешь, что не может быть этого. Просто не может быть. Говорит, только так. Я говорю, хорошо, проходит буквально 2 месяца, он мне звонит, говорит, Кать, я сейчас понял, что нас обстреливает не только Украина, мы и сами себя. Я говорю, как ты это понял? Говорит, нам сказали просто сейчас по Донецку херачить. Я говорю, правда? Тебе это сказали, и ты только сейчас это понял? Вооруженные силы ДНР иногда бьют по Донецку? Да. Зачем? Для картинки. Так же, как и на Украине, иногда они сами себе там что-то стреляют. Это картинка именно как раз для новостей, для ТВ. Это же хорошая картинка. ВСУ ведь тоже в любом случае, давай так, с ДНР мы понимаем, что они бьют для картинки. ВСУ тоже ведь иногда, когда-то они все равно иногда бьют по Донецку, правильно? Конечно, везде попадание. Думаешь, просто везде. Нет. Почему-то. Знаешь, как сказал один мой хороший знакомый украинец, именно с ВСУ, говорит, а зачем нам люди, которые нас предали?
Забавно. Вот есть такие до сих пор люди, которые так именно думают. Как там думают, ну, вот у меня есть тоже знакомый, который уже здесь в армии, но он при этом именно более пророссийский, да, чем проукраинский. И он говорит, типа, мы приходим туда, чтобы убивать всех нацистов. Я говорю, а дети? Он говорит, ну они тоже нацисты. У них же семьи нацисты, значит, они такими вырастут. Я говорю, ну они думают также о тебе, что ты фашист. Я говорю, значит, твой ребенок, я говорю, которому 2 года, он фашист? Он говорит, нет, это другое. Я говорю, то же самое. Просто люди не могут понять, что они делают то же самое. Вот и все, это вся проблема. То есть для тебя обе стороны — это зло? А для меня обе стороны — это глупые поступки. Просто сейчас, что происходит именно сейчас, это братоубийство. Мне лично в слова гражданки Б верится с трудом. К теориям заговора я не расположен, хотя подобные слухи я и встречал в городе. Но вот мне случайно попала новость о прилете на улице Челюскинцев 265. Посмотрите, с какой стороны прилетело. А теперь внимание на карту. Прилет пришелся с востока. На это обратил внимание местный телеграм-канал «Мы. Донецкая Петровка». А вот это уже палевно. Дыра строго с востока прилетела из глубокого тыла. Даже ракеты джавелинов так чудно с выкрутасами не летают. Тут теперь 2 варианта. Или реально самострел, или тупо катастрофический недолет у наших криворуких бросателей чемоданов. Справедливости ради скажу, что других, столь же достоверных случаев самострела за время СВО я не нашел. Правда, искал я их не слишком долго. Они просто нас рассорили, мы один народ. Ты имеешь в виду сейчас жителей Донецка и жителей остальной Украины или жителей России? Жители России тоже. Ты считаешь, что Россия и Украина, россияне? Блин, ну мы славяне. Типа, не надо сейчас это вот финны и так далее. Нет, ну мы славяне. Ну по факту. Что там дальше было, это уже не важно. Ты считаешь, что русские и украинцы должны... Найти компромисс между собой, да. И быть какими-то дружественными народами? Конечно. Сменить правление что там, и найти общий компромисс. Короче, сейчас оператор и герой, они начали общаться и начали выяснять, кого они знают. Оказалось, что они знакомы. Вот. Ну, как знакомы косвенно, что там они видели, они соседями какое-то время были. И сейчас обсуждают, кто из общих знакомых проукраинец. Большая деревня у вас, да, получается? Это вообще капец. Я говорю, я сюда попала, буквально, я здесь была 2 месяца. За эти 2 месяца тут столько людей понаходила, это вообще капец. Ну, как я понаходила? Вышло так, что они ко мне приходили. То, знаешь, на татуху придут, типа, татуировочку сделать. И что-то там смотрят, а у меня нашивочка такая красивая висит, просто подарок. Там с Украины, ну неважно, получается, нашивочками, типа, о, ты за Украину? Я такая, да, типа, ну я этого не скрываю. И вот этот момент начинается, все, там мы тоже, и все, и пошло-поехало, ну так знакомятся люди. Очень круто. Вскоре после этого интервью мы вернулись в Мариуполь. Мне, наверное, нужно как-то ввести вас в контекст. Что случилось в городе и почему он разрушен? Но, к сожалению, я не могу это сделать. За неправильное освещение подробностей боевых действий в моей стране есть санкция. Мещанский суд Москвы приговорил оппозиционера Илью Яшина к 8,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в распространении якобы недостоверной информации о действиях вооруженных сил России в Украине. Скажу лишь, что до войны Мариуполь был очень красивым городом. Город, который изначально был основан греческими переселенцами, оставил в себе много напоминаний об этом. Полумиллионный Мариуполь считался одним из самых безопасных городов в Украине. Причина понятна. Город всего в паре десятков километров от линии фронта. Поэтому органы правопорядка были тут особенно внимательны и получали все возможные ресурсы. Здесь носимся просто 47. как ёбнутые, блядь. Просто потому, что здесь нет правил дорожного движения, нет мусоров. Ты, надеюсь, уже понял, да, как здесь к пешеходам относятся? Пешеход, да. Это, блядь... Грязь под ногтями. Вот.
Мариуполь был крупнейшим промышленным центром области, если не всей Украины. Что уж говорить, одна из самых популярных фигур в этом городе – Владимир Семенович Бойко. Он был генеральным директором комбината имени Ильича. Как он смотрел на комбинат, в 6 утра он уже был по цехам, откуда ходил. В столовую ходил, не дай бог рабочим там мясо, как сам ел со стола, вот, заходил. Молодец, вот такой. Уважаемый народ, вот тут памятник Владимира Семеновича Бойко, подойди, там герой Украины, да, сфотографируй его на память. Мы помним его очень хорошим. Он трудолюбивый, семьянин хороший, заводы хорошие построил, рабочих не обижал. Когда мы пошли на пенсию, он много очень помог. Дал по 10 тысяч денег. Вот, очень. Когда до него не придешь на работу, до него на прием, он всегда принимал и всегда нас уважал, рабочего класса. Вот. Я работала в первом Мартыне, а муж во втором Мартыне, ну, старом, возле первых ворот. Вот. Все было хорошо. Но не нужно думать, что все эти 8 лет Мариуполь жил мирно. Да, город обстреливался не так интенсивно, как Донецк, но страшное происходило и здесь. Например, 24 января 2015 года, спустя 2 дня после обстрела той самой остановки в Донецке, Мариуполь обстрелян из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». Власти ДНР обвиняют украинских военных, что те обстреляли сами себя. ОБСЕ приходит к выводу, что обстрел совершен с территории ДНР. И да, важно понимать, в тот период ОБСЕ уважалось обеими сторонами конфликта. Скажу честно, наблюдатели должны не нравиться всем. Ни нам, ни им. Но ни нам не нравится, ни им. Это показатель какого-то профессионализма. Да? Нареканий на работу ОБСЕ масса. Но, я так понимаю, это наше субъективное мнение, которое не совсем должны учитываться им. Ну, по крайней мере, сейчас на 70% объективно и адекватно оценивают. С моей стороны, ему большое спасибо за то, что они здесь работают. По крайней мере, благодаря им мир узнает, на самом деле, пускай не всю правду, да, но часть правды все-таки они доносят. В результате этого обстрела погиб 31 человек. Среди них 4-летний ребенок. Вы же не можете отчитаться за каждый снаряд, который выпущен военными самопровозглашенных республик. Враг, который пришел на нашу землю, так или иначе виноват даже в их смерти. Потому что он сюда пришел. Мы не пришли в Киев. Вы априори не можете быть виноваты ни в чем. Мы же не пришли, мы же не кинули самолеты, танки в Киев, не подперли в Харьков танковыми колоннами. Ну, извините. А вот эту девочку зовут Милана. И она тоже была жертвой того обстрела. Потеряла ногу и маму. Милане в Мариуполе посвятили мурал на стене дома. Правда, теперь этот дом выглядит так. В ходе восстановления жилого массива рисунок убрали. Мариуполь очистился, что вот этими всеми красивостями, мишурой, парками, там, мелочами и все такое, его осквернили. А теперь, да, через страшное, через ужасное, но он очистился. Но война не помешала Мариуполю и другим городам Донбасса под контролем Украины развиваться, в то время как жители Донбасса на территории ЛДНР находились на грани выживания. Экономическая ситуация в территориях подконтрольными вами намного хуже, чем с другой стороны передовой в территории, контролируемой Украиной. Это объяснимо. Почему? Потому что Украина большая страна с развитой промышленностью. И, к сожалению,
к нашему большому, только нашу инфраструктуру разрушает украинская армия. Причем бьет целенаправленно и по промышленным объектам, и по объектам и социальной инфраструктуры. Но люди, которые живут, например, сейчас в Мариуполе или в других городах Донецкой области, которые под контролем Украины, они могут увидеть наглядно, что там, где ДНР, там нету работы и предприятия закрыты, и нету банковской системы. А там, где Украина, это все есть. Я скажу за своего отца, который тоже живет на территории Украины, оккупированной нашей земли. Так он не получает пенсию уже 3-й месяц. Да, у них есть своя банковская система, которая осталась. Мы построили свою. Поэтому сегодня у нас открыто представительство Южной Осетии, и через нее банковская система будет работать на весь мир. А если бы не было войны, мы спокойно, мирно жили. И жили бы лучше, чем в Украине. Большое спасибо Америке за то, что обеспечили нам большую массу трудностей, с которыми нам приходится бороться. Но мы воюем против нацистов, мы за свою свободу воюем. И ради этого мы готовы перенести многие вещи. После освобождения жизнь местных в Мариуполе значительно ухудшилась. Город покинуло подавляющее большинство жителей. Многие другие погибли. Но из тех, кто остался, немало сторонников России. Мы признательны очень России. Да. За то, что она нам помогла в трудную минуту. Газ нам сделала, воду сделали, свет Дома сделали. строят. Дома строят, посмотрите, какие красивые. Дома шикарные строят. И Владимиру Владимировичу Путину, что он нас защитил. Не жалеете, что все началось? Нет. Значит, так нужно было. Нам обидно, что нас Украина бросила и убивали наши азовцы. Не давали ни воды, ни хлеба, ни газа. 9 месяцев, пока Россия не пришла, нам все дала. А теперь пусть Киев попробует 9 месяцев побыть так, как мы были. А вас, как вы вообще новости эти восприняли, что Киев там без света, без газа? Это справедливо? Радая. Рады? Да. Да, я частный предприниматель с 90-го года, да? И меня действительно звонят и говорят, мы без света. Я говорю, а вы побудьте, как мы были, мариупольцы, 9 месяцев, без газа, без света, без воды. И мы не умерли. Но много детей убитых у нас. У нас много детей, женщин убитых. Но благодаря Путину мы расцветаем. Смотрите, дома какие строят. Что? И наш красивый мэр сбежал и воды нам даже не дал. Ни хлеба не дал наш мэр, хотя обещал. Бойченко. Ничего не дал. Вот кто-то говорил, что до войны Бойченко был неплохим мэром. Да. До войны был хорошим. Да. Мы за него голосовали, лично я голосовала за него. Я думала, что он... Ну, мы вообще-то и не думали, что будет война между Россией и Украиной, Америкой и Польшей. Если бы Америка, им кажется, не зашла, и ничего бы этого не было. На центральном рынке торговала, в городе Мариуполе, да? Все было, все. Налоги платила Украине, все. А сейчас я вот торгую фигней, понимаете? У меня нету ничего. У меня все сгорело, все сгорело. Это я у людей заняла денег, хотя бы что-то привезти, понимаете? Вот почему предпринимателям Мариуполя ничего не делается. Мы остались нищие. Мы платили налоги, мы платили все, нас никто не поддерживает. Никто. Я не говорю о России, я почему Украину говорю. Где вы, наши? Что вы должны нас помочь. Что у меня, извините, все сгорело на центральном рынке. Посмотрите, центральный рынок. Это не одна я. А помощи нету ниоткуда. Почему нам хотя бы по 100 тысяч не дать, чтобы у нас бизнес? Я заняла у людей, чтобы что-то завести, носочки эти. А у меня был хороший бизнес. А я сейчас бомж. Если вам с Украины скажут, что как же помогать вам, вы уже Россия. Мы Россия. Да. У нас еще паспортов нету российских. Понимаете? Украина должна нам помочь. Президент наш любимый, которого тебя выбирали. Будь ты проклят. Вот это не убирай. Я его проклинаю за войну. Но большинство местных, с которыми мне удалось поговорить, не столь радикально. Они скорее растеряны.
Вы как оцениваете, то есть была необходимость вмешиваться в России, чтобы защищать? Ой, я не знаю. Нам все равно, лишь бы мир был. И чтобы работа была, чтобы дети работали. А так, не знаю, ничего. Жалеете, что война началась? А что хорошего? Да. По-моему, война никогда никому ничего хорошего не приносила и не приносит. За 8 лет настроение большинства местных не поменялось. Им все равно, под каким флагом они будут. Желто-синим или сине-бело-красным. Есть вещи, которые волнуют их куда сильнее. Я не знаю, кто нас должен защищать уже в этой обстановке. Мы просто не хотим войны. Уже все равно, честно слово. Очень сложная политическая эта обстановка. Пусть решают политики. Ну, честно, и от себя, и от других лиц, которые у нас тут проживают, и медицинских работников, и жителей этого города, пока, слава богу, подконтрольных украинской армии, мы боимся. Потому что если ДНР в действительности наступит сюда, у нас не будет ничего, ни заработных плат, ни социальных, никаких гарантий выполняться не будут. То есть это и заработные платы, это и пенсии. То есть, ну ничего этого не будет. Магазины работать, я сомневаюсь, что они будут работать. Поэтому мы только надеемся на украинскую армию. Вы все, получается, все потеряли. Да, все вообще. Все, что было, все. Все, и нитки. Угу. Все теперь собирают то на улице, то кто даст, то вот такое вот. Вы как-то для себя вообще думаете о том, кто виноват вообще в этом всем? Не думаете? Ну а кто виноват? Ну война, военные действия. Ну а кто еще? Война виноват. Война, военные действия, все. Что сделаешь? Спецоперация по защите населения Донбасса продолжается. Уже сейчас понятны многие ее итоги. На землю, где бушевала война, мы принесли мир. Народу, который 8 лет жил в страхе и неопределенности, мы принесли надежду и уверенность в завтрашнем дне. Нацистов, угнетавших местных жителей, убрали наши бравые антифашисты. Мы не бросили своих, мы спасли людей от геноцида. Мы защитили русское культурное пространство. Кто-то скажет, что это настоящий подвиг, но скромный русский освободитель на это ответит: что вы, это обыкновенная денацификация. Колокольный звон, звон плывет над всей землей, и гудит взволнованно эфир. Люди мира, будьте зорче втрое,